Вас, уважаемые друзья, берите себе чашечку кофе, если есть желание. Вот у меня кофе. И у меня карты ангелов, потому что сейчас мы будем с вами делать очень важную вещь. Все мы с вами люди, которые верят в духовность. И теперь мы спросим у Вифлеемской звезды, что нам нужно делать для счастья, что нас ожидает в будущем и что нам нужно делать для счастья. Это карты ангелов. Видите? Карты ангелов. И я сейчас, в это время, когда вы смотрите, это время именно соединения Сатурна и Юпитера в 1 градусе, конечно, в знаке Водолей, то есть объединитесь миллионы, как у Бетховена в симфонии, да, это суть Водолея, переход очень важный, очень нужный именно сегодня, идет этот переход, начинается, но это, естественно, будет продолжаться весь следующий год, и Вифлеемская звезда. Потому что Юпитер соединяется в 1 градусе, этого не было 800 лет. Последний раз это было 800 лет назад, ну а перед этим это было в тот момент, когда родился Христос, и мудрецы это увидели заранее. Мудрецы это увидели примерно, слушайте внимательно, 20 лет до этого. И, это, конечно, астрологи из Востока, и они пришли, долго шли, чтобы это рассказать всем людям. И сейчас все люди узнают о том, что Вифлеемская звезда — это на самом деле правда. Я 30 лет в церкви проработала. И я делаю исцеление людей более 30 лет. Так что я вам говорю, что это все очень реально. Здесь будет предсказание на хроники Акаши. Хроники Акаши — это тонкий слой земли записи информации. С вашего позволения я пью кофе, и вам тоже советую взять чай, если это вечер, а может быть мятный чай, если это утро, можно кофе. И мы посмотрим, что скажет вам, именно вам, Вифлеемская звезда во время этого Рождества. И Вифлеемская звезда, опять же, это реально, это все сильное свечение, которое дает Юпитер и Сатурн вместе. И приглашают вас в жизнь, в новое измерение, в жизнь, где информация для вас открывается. Это карта ангелов. Ну что, будем начинать? Давайте, да? Я знаю, что время сейчас у вас, наверное, ночное. Кто-то будет утром смотреть, поэтому утренний кофе хорошо для вас подойдет. Я живу на Крайнем Западе, если кто не знает, и поэтому, когда у меня день, у вас ночь. Это не важно, мы все живем в одно и то же время. Итак, всех любимых подписчиков приглашаю и всех перспективных подписчиков. Подписывайтесь, с нами интересно. Я профессиональный астролог и целитель, и я вам могу помочь, это 100%. А сейчас начинаем. Что хочет сказать вам Вифлеемская звезда? Девочки, кто там сомневается, мне писали такие смешные слова. А когда вы снимали видео, почему у вас идет дождь, почему у вас все зеленое? Снег вроде даже идет сейчас. Да, у нас шторм такой. Посмотрите, снег идет даже, да. У нас нет зимы, у нас сейчас цветы цветут. 21 декабря цветут цветы. Но не пробуют цвести, они цветут, конечно, так не особенно, потому что все-таки холодно. Но температура обычно плюс 10, от плюс 10 зимой у нас до 0 примерно. Сейчас, наверное, 0, раз снег. Видно снег вам, наверное, немножко, да? Странно, снег пошел. Удивительно. Как только я начала видео, сразу снег пошел. Это очень знаменательно. Вот. Мне пишут, в Канаде только снег. Вообще, что вы такое говорите? Канада огромная, да, она как одна из самых больших стран в мире. Но почти везде в Канаде нельзя жить, там очень холодно. Но у нас здесь можно, в Ванкувере. Вот у меня кофе, если кто думает, чего она пьет кофе. Это же я редко делаю, да. Итак, что хочет сказать вам лично Вифлеемская звезда? Выберите себе карту. Я возьму 3 карты ангелов. А потом еще карты хроники Акаши в конце. Вот эти карты будут потом. Здесь пока так оставлю коробочку, чтобы вы видели, что хочет вам сказать Вифлеемская звезда. 3 карты. Итак, что хочет именно вам сказать? Что такое Вифлеем? Кто не знает. Это место, от которого берет начало вообще в мире символически понимание новая жизнь. Но и вера Водолея — новая жизнь. Поэтому вот рождение Христа — это было время Вифлеемской звезды, то есть начало новой жизни.
2000 лет мы шли к этому, и теперь вот идет такой прорыв, наконец-то. Потому что Христос был 2000 лет впереди своего времени, ну это понятно. Итак, первая карта ангелов. Что вам хочет сказать Вифлеемская звезда? Девочки, ставьте лайк, пожалуйста. Вторая карта ангелов. И третья карта ангелов. Что хочет вам сказать, лично вам, Вифлеемская звезда? Можно выбрать число 1, 2 или 3. Или я советую смотреть все, конечно, от начала до конца, потому что какое-то слово прорезонирует для вас с первого расклада, какое-то со второго, какое-то с третьего. Итак, что вам хочет сказать именно в тот момент, который вы смотрите, соединение Юпитера с Водолеем, это и есть вот это, оно как одна общая Вифлеемская звезда, то есть путеводная звезда. Что такое вообще Вифлеемская звезда? Как вы видите, часто это Рождество связано именно со звездой, потому что это ваш путь, показывает вам дорогу, да, это направление дает жизни. И вот это смысл этой звезды. Когда звезды летом или зимой, или осенью, или весной, неважно, вы смотрите это видео целый год. Это не только, конечно, на Рождество. И вы будете понимать, куда вам идти. Будете сверять то, куда вы идете, с тем, что я сейчас скажу. Это архангел Юриль. Или же Уриэл, можно сказать, Уриэль. В разных культурах по-разному произносится. Вот такой архангел вам поможет. И он действительно это архангел путеводной звезды. Почему? Потому что он исцеляет эмоции. Девочки и мальчики, нам нужно всем исцелять эмоции. Мы все слишком эмоциональные люди. Ну, потому что у нас у всех есть родовая история прежде всего. И эмоции связаны с тем, что у всех в роду были кровавые какие-то события. Род человеческий, он прошел темные времена. И 20 век, даже начало 21-го, это было очень темное время. И самое темное время перед рассветом. Поэтому 2020 год был очень темный. Самое темное время всегда перед рассветом, говорит архангел Юриэль. Потому что Юриэль переводится как свет. Это архангел света. Вот не зря он вышел именно на Вифлеемскую звезду. Расклад очень мощный получается, сразу буквально. Итак, архангел Юриэль вам говорит, что он исцелит ваши эмоции, которые вы потратили на ненужные вам события, на ненужных злых людей, на ненужные обстоятельства вашей жизни. Он исцелит ваши эмоции. Это самое первое. Второе. Архангел Юриэль поможет вам открыть новую любовь. Greater love. To open to greater love. Более мощную любовь. Вообще-то Христос сказал, что жизнь — это любовь, да? Он пришел, Новый Завет дал нам всем, что завет любви. До этого не было завета любви, естественно, но люди не поняли его, распяли, естественно. Нужно понимать это не literally. И кто-то мне пишет, кто вы, что можете трактовать Писание. Трактовать Писание могут все люди на земле, и это доступно для всех. Это не грех, наоборот. Грех не думать о вечном, о духовном и так далее. Так вот, когда пришел Христос, он пришел 2000 лет раньше, чем люди его поняли. Он был предвестником. Не только Иоанн Креститель был предвестником, но и сам Христос был предвестником нашего времени. Он пришел сказать людям: «Я даю вам Новый Завет, завет любви». И архангел Юриэль — это и есть Христос. Девочки, Христос может иметь разные лица. Да даже человек, который поможет бабушке перейти дорогу старенькой, он — это лицо Христа. Вы понимаете, да? А вот архангел Юриэль — это и есть Христос. Юриэль — это свет. Христос пришел дать людям любовь, дать людям свет. Его не поняли, естественно. Все 2000 лет после него во время религии совершались самые страшные кровавые преступления, которым вообще нет ни объяснения, ни прощения. Понимаете? Так что никто не понял, никакая церковь не поняла, а церковь в последнюю очередь поняла. Знаете, есть такое выражение: пришел человек в церковь и с открытым сердцем поговорить с Богом. И говорит с Богом, подходит одна там старушка, его ударила сзади палкой, или молодая, неважно. Вот видите, я говорю старушка, но я имею в виду старушка в понятии того, что уже человек не гибкий. Да? Старость — это не возраст, это не 70-80 лет, это когда человек становится не гибкий. И говорит ему: ой, ты не так молишься, у тебя нет платочка, там ты не так кланяешься, ты не с той стороны стоишь, ты не ту свечку зажег.
И человек вышел из этой церкви в слезах и слышит голос с неба: «Я тебя услышал, я тебя люблю. Ты пошел не туда, где есть я. Тебя выгнали, но они выгнали и меня». Вы поняли, да? Вот так что церковь это, меня тоже выгнали в свое время. За это очень хорошо, но это очень неплохо. Вот, мы теперь, особенно темный 2020 год, нам сказал, что церковь внутри каждого человека, и не обязательно ходить в церковь, чтобы быть духовным, потому что пришел этот страшный вирус, да, эпидемия. Вот, и архангел Юриил — это и есть сам Христос. Это Вифлеемская звезда, Юриил — это свет. И он вам говорит: вы рождены для большой любви, откройте свое сердце. You will help. Он говорит: я помогу. I will help. Может, вам видно? I will help you release anger. Всем нам нужно отпустить ненависть, злость и раздражение. Anger — это, наверное, когда человек в отчаянии, и он боится жить. I will help you to release anger and unforgiveness from your heart and mind. Да. А также я помогу вам избавиться, то есть исцелиться или же освободиться. Релиз — это вот эти все значения. Исцелиться, освободиться от того, что сердце не умеет прощать. И это уйдет из сердца и ума, и тогда уйдут лишние ненужные эмоции. Вот эмоции лишние не нужны. Очень мощный расклад, кто не знает, это на Вифлеемскую звезду. Что скажет вам Вифлеемская звезда? Соединение Юпитера с Сатурном в Водолее в 1 градусе. Я хочу напомнить, что я работник света, я 30 лет проработала в церкви, и 30 лет я Писание интерпретировала, да, у меня есть на это опыт. А если у вас даже нет опыта, вы тоже имеете право на интерпретацию Писания. Именно особенно во время звезды Вифлеемской. Сейчас рождается Вифлеемская звезда. Сегодня, 21 число, это рождение, 21-22, это рождение Вифлеемской звезды. А вторая карта ангелов. Сейчас вы почувствуете ангела в вашем пространстве. Это личный ангел. Называется он Изабелла. Это личный ангел каждого. Это женский ангел. У мужчин он больше проявляется, чем у женщин. Потому что мужчина — это мужчина outside, внешне, и женщина внутри. Женщина — это женщина внешне и мужчина внутри. Да? Итак, ангел Изабелла вам говорит: yes, the timing is right. Ну, это четко, да? Да, время сейчас пришло for this new venture. New venture — это новое приключение жизненное. Вифлеемская звезда покажет вам дорогу в новое жизненное приключение. A happy outcome follows your positive expectations. Счастливое outcome — это исход событий. Сейчас подумайте о том, что вас заботит. И счастливый исход событий, он вам гарантирован. То есть все будет так, как нужно, так, как вам нужно, так, как вам будет удобно и счастливо. Классно, классно, абсолютно. Это личный ангел был. Кто пьет кофе, девочки, или чай, может быть, мятный чай, может быть, просто слушайте, потому что у вас ночь, чтобы успокоиться, это тоже хорошо. Третья карта ангелов. Посмотрите, это Дэниел. Это ангел, который называется Дэниел или Даниэль. Даниэль, как у кого? Даниэл, Даниэл. Как на каком языке? Ну, одно и то же. Написано: «Я ангел семьи». I am the angel of marriage. And I am assisting you right now. Написано, что я ангел семьи, и я сейчас помогаю вам исцелить ваши семейные отношения. Христос пришел, чтобы исцелить. Вифлеемская звезда приводит нас к пониманию то, что еще можно исцелить. Даниил, все силы верховные, высшие, Вифлеемская звезда помогут вам исцелить то, что еще можно исцелить. Поняли, да? А самое главное — исцелить вашу душу. Там, где уже исцеление нельзя, у вас будет новая любовь. Мощно, да? Я вам скажу. Сразу мощно. Это прямой эфир я делаю. Но если вы будете смотреть записи, это будет еще сильнее вам помогать. Сказать почему? Очень просто.
Потому что чем больше людей посмотрели духовное видео, тем сильнее это видео становится. Все. Когда 2 или 3 человека соединяются в одном намерении, тогда это намерение, оно становится намного сильнее, да? Where two or three together in my name, I am there, сказал Бог. Если 2 или 3 вместе в мое имя, я посреди них. Так, да? Так перевести. Переводить нужно всегда от души, от сердца. Перевод — это хорошо, но то, что сказано именно от души, своими словами, то самое главное. Unbelievable. Я только включила камеру, сразу пошел снег. Это, конечно, знак. Потому что в Ванкувере идет снег раз в году. Мы всегда это видим как знак, знаковое событие. Как, например, в пустыне дождь идет раз в году, да? Или там вообще дождей не бывает, наверное, да? То есть знаковое событие. Снег у нас — это знаковое событие, конечно. Бывает так очень редко. Бывают даже такие года, когда ни разу, например, ни одна снежинка не упадет. Ну, вот такое знаковое событие. Итак, теперь архангелы уже сказали вам всю правду, а теперь хроники Акаши. Хроники Акаши вам откроют мудрость Вселенной и скажут, что вам хочет сказать Вифлеемская звезда. Тоже 3 карты я возьму. И я добавлю в 1, 2, 3 вариант. Смотрите, пожалуйста, все видео. Первый вариант. Второй вариант. Кто-то скажет что-то, мне было видно карт. О, май goodness, у меня есть столько злых людей, которые заходят. Ну, просто невероятно. Смотрите, перед вами еще раз перемешиваю. Вот 3 карта. 3 вариант. Почему-то 2 вышло. Так, значит, тому и быть. Смотрим, что хочет вам еще сказать Вифлеемская звезда. Вот здесь. Девочки, когда я делаю эфиры, кто-то посылает донаты, но это очень щедрые, благородные люди. Но если у вас нет денег, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанным. Те, кто послали донаты, от души поздравляю. Благодарю. Но поздравляю тоже за вашу щедрость и благодарю от души. Потому что тот, кто даст кому-то, ему будет, конечно, в 100 раз больше возвращаться. А кто не хотел этого слушать, но тот не понимает, что всегда есть меценаты. Я, например, живу возле парка, который называется Pacific Spirit Park. Это provincial парк, провинциальный, он под защитой природы. И какой-то очень богатый человек подарил этот парк людям. Это было его имение, но оно бесконечно, безграничный, огромный парк. Если не знаете, можно его Google Pacific Spirit Provincial Park. Я живу, я вижу этот парк через окно. Но не через это, через верхнее мое окно. И понимаете, как понять этот дар, да? Ведь человек мог бы и не делать этого. То есть нужно всегда быть благодарным. Я очень благодарна этим. Мы все здесь, кто живет Point Grey, West Point Grey, мы все благодарны этой богатой семье, которая нам позволила пользоваться красотами. Я летом вам покажу, конечно, этот парк. Сейчас мы переходим к этой карте. Кто не знает, я блогер. Никто ничего здесь не заказывал. Поэтому я говорю о том, о чем чувствую, нужно слышать людям, да? Эта карта называется The Master Artisan. То есть вот это ученые, которые подготовили этот век Водолея, это время. Ученые, да, действительно ученые. Ученые, благословенные Творцом. Сейчас они нашли вакцину, которая спасет весь мир от этой заразы. И ученые работали над этой вакциной 13 последних лет. Это будет вакцина нового поколения. Она уже есть. У меня, кстати, дети врачи профессиональные канадские, так что я знаю, что я говорю. Но я сама гомеопат, это ведь тоже врач, да? Так что эта вакцина — это новое поколение вакцины. Предыдущее поколение вакцин, оно было, конечно, не очень-то совершенное, но оно многих спасло, оно спасло людей от многих болезней, боже мой. Сколько сделано оно добра. Но та вакцина была где-то в какой-то мере и могла быть несовершенна тем, что она могла иногда вызывать такую реакцию, когда само тело себя атаковало. Ну так, в 2 словах, да. То есть там было не все очень, первый раз, да, но все равно спасало многих. А это 13 лет ученые знали, что будет вот эта зараза 2020, знали. Не потому, что это human-made, нет, это не людьми сделано, это так получилось. И никакая нация в этом не виновата, тоже нужно понимать это все, да.
Anyways, откровение было ученым, что нужно делать новую вакцину. 13 лет работали они над этим. И эта новая вакцина, она гениальна совершенно, она работает по новым законам. Я не буду рассказывать, по каким, это лучше вам расскажут ученые, но на этой карте ученые изображены. И эта вакцина, она поможет очень многим, понимаете? Она спасет многие жизни, потому что человечество вместе соединилось. Вот ученые — это великие люди. И век Водолея — это просвещенный век, когда информация, когда знания, они будут доступны всем, но они доступны всем. Когда, понимаете, наука и духовность — это одно целое. Нужно так это видеть. Потому что ученые, представьте себе, делать опыты 13, 20, 50 лет. Какое терпение, какое желание узнать правду. Я скажу одно. Вифлеемская звезда именно сейчас, сегодня, весь год, будущий и на Новый год, я всем советую сказать молитву благодарению ученым мира. У меня дети ученые, я очень благодарна. У нас называется это фронтлайн, как это во время войны на фронте, да. Дочь у меня работает вообще там, где спасают, людей. В emergency room называется, на emergency doctor. И у нас в 7 часов вечера все тарабанят какие-то кастрюльки, кричат что-то «спасибо» или хлопают в ладоши уже целый год. Вот в Ванкувере вы услышите в 7 часов вечера вот это. То есть мы говорим спасибо тем, кто работает фронтлайн. То есть это медсестрам, врачам, продавцам в магазинах, потому что они тоже на фронтлайн. Тем людям, которые делают дела первой необходимости, которые, вообще герои. Это правда, да? И я бы сказала, что я вам советую иметь благодарное сердце, а не сердце злое. Я слышу такие многие слова. Да, придумано, чтобы нас подавить. Да нет, все пострадали от вируса. Какая глупость это все. Какое невежество тоже. Напишут мне сейчас. Вы имеете право думать, как хотите. Я не настаиваю. Но тем не менее, было бы хорошо, если вы хотите, чтобы Вселенная вас любила, иметь благодарное сердце на Новый год хотя бы, а я вообще делаю каждый день, благодарение людям, которые помогают другим. Вот и все. Сказать спасибо. Я благодарю тех, кто поставил лайк, например, мне говорят спасибо, потому что я же тоже пользу приношу, правда? Вы тоже, и вы приносите пользу. Ставят лайк, говорят спасибо мне, или же кто донат посылает на чашечку кофе, но не нужно посылать. Еще раз говорю, не чувствуйте себя обязанным. Просто хорошие слова пишут в комментариях. Вот эта следующая карта, она вышла на второго ангела, это Изабелла. Кстати, вот именно ученые вышли на карту ангел света. Юриль — это свет. Потому что ученые — это и есть свет. Знание — свет, а не знание что? Тьма. Тьма кромешная. Прошлые века. Итак, теперь переход в новое время. Нужно идти к свету. Вторая карта Акаши говорит вот что. Вот смотрите, здесь вы видите свое эго. Эго, да? Кстати, мне люди говорят, некоторые пишут, я не верю в свои силы, у меня низкая самооценка. Не забывайте, что у любой палки есть два конца. И очень часто низкая самооценка, неверие в свои силы, самокритика — это от большого эгоизма. Это от чувства, что я лучше других. Вдумайтесь, кто хочет услышать, тот услышит меня, да? Часто, когда мы не верим в себя или мы себя ругаем, это проявление высшей степени эгоизма. Мы думаем, что мы лучше других, нам положено больше и так далее, да? И спрос у нас больше, вот это все чернота это. Посмотрите на себя со стороны. Что вы в себе скрываете, что вы в себе не любите. Это высшее проявление эгоизма. Вам кажется, что вы должны быть, самое лучшее, самое красивое, самое умное. Вы такая и есть, кстати. Но вот это неправильное проявление такого эгоизма, когда мы себя сравниваем с другими. И думаем, что мы должны лучше быть других. В этом или в другом проявлении, или наша судьба должна быть счастливее, чем у других. Вы знаете, чужое счастье со стороны, оно может быть, это неправда, может человек, наоборот, страдает, а внешне кажется счастливым. То есть это высшая степень эгоизма.
когда мы себя ругаем. Вот вдумайтесь в это, да? И, может быть, эта карта вам откроется без моих слов, потому что иногда мои слова не нужны. Написано «views of the ego». То, что такое views? Это разные стороны вашего эгоизма. Посмотрите на себя в зеркало внутренними глазами. Есть внутреннее зеркало, естественно. И вы узнаете. Вифлеемская звезда покажет точно, где нужно и что нужно сделать, чтобы избавиться от ложного эгоизма. Даниэль, который сказал вам, что он ангел личных отношений, он вам вот что говорит. Это через Вифлеемскую звезду мы смотрим. Вот Вифлеемская звезда, то есть соединение Юпитера с Сатурном, 21-22 число, а также весь последующий год, 21, а также следующие 20 лет, а также следующие 800 лет и до 1000 и так далее. Мощный расклад. Я надеюсь, что вы будете им пользоваться себе во благо долго, потому что каждый раз будете слышать, каждый раз что-то новое будете брать себе. Даже мои слова про донаты, даже мои слова про врачей. Если вы почувствуете ко мне ненависть, когда я говорила про донаты, это ваш внутренний эгоизм, это ничего хорошего. Trust me. Итак, вот эти две вышли. Я хотела взять одну, а вышло две. Давайте посмотрим обе. Итак, что для семьи, для личной жизни? Вот написано «свет мира». Вот я, честное слово, вот это вот будет лейтмотив основной всего расклада. Свет мира — это и есть, это Вифлеемская звезда, которая сейчас зажглась. The light of the world. Свет мира. Смотрите, вы у себя в домике, да? Там у вас камин, там вы открыли окно. То есть это правильно сделали, что открыли окно. Нужно открыть окно миру. Нужно быть открытым к новым знаниям. Самое страшное — это невежество, когда мы не хотим иметь новые знания. Ведь самое страшное не знать, а самое страшное — это не хотеть учиться. И здесь открытое окно. То есть вы открыли себя к новым знаниям. И вот это новое знание, это фигура, кстати, мудрая взрослая фигура — это и знание, фигура знания, символ знания — это мудрость возраста. Возраст — это неплохо, это хорошо. И вот эта фигура — это ваше знание, с которым вы открыты. И есть вот здесь фонарь. Видите, фонарь? Это как у Райдер-Вейт-Смит, старший аркан, отшельник. Похоже, там тоже фонарь. И в фонаре, латер называется, в таком фонаре, там есть звезда Сириус. Это звезда ваших знаний. Это то, что вы открыты к новым познаниям. Окно открыто. Да, есть внутренний свет, внутренний огонь, харизма внутренняя, которая желание знать. Вот этот огонь — это желание знать, желание получить новые знания. Вифлеемская звезда вот в этой латерне. Представьте себе там Вифлеемскую звезду. То есть, когда Юпитер и Сатурн соединились в 1 градусе, получилось они как одна звезда, да? Вообще, они не звезды, но в астрологии мы понимаем это по-другому. Вот, и здесь Вифлеемская звезда открывает вам новые знания, впускает новый свет. И, как еще раз повторяю, вот этот прошлый год — самое страшное время перед рассветом, когда темно. На улице вы зажгли в начале внутренний огонь. То есть от каждого уединился в своем мире, чтобы понять, куда иду, зачем живу. А потом перешел конец декабря, зимнее солнцестояние совпадает, понимаете, все совпадает. Зимнее солнцестояние совпадает с рождением Вифлеемской звезды и с тем, что эта Вифлеемская звезда вам откроется. Вы открыли свою дверь к этому, поэтому вы знаете, куда вам идти. Если говорить на бытовом уровне, что это? Это вы знаете, какой профессией заниматься, кого любить, с кем дружить, какими дорогами идти, чем питаться. Для девочек это важно для нас, потому что мы часто пользуемся едой как медициной от плохих эмоций, точно как некоторые мужчины пользуются алкоголем как плохой медициной, да? Чем питаться, как двигаться, куда двигаться и так далее. Мощные расклады выходят. Карта. Кстати, только прямые такие смотрятся, где написано, что там кто-то напишет мне. Это вообще-то, это вот этот... The scribe. Scribe — это, знаете, как монах, который пишет хроники Акаши, который открывает вам секреты бытия. Это тайное секретное знание, которое записывается ангелами.
И они записываются в библиотеке Акаши, то есть там на тонком слое Земли. Уже скоро это будет. Квантовый компьютер уже изобретен. Он уже есть в Швейцарии, я знаю, точно есть, и в Японии. Так что, ну, наверное, в Штатах точно есть уже, да. Ну, и, скорее всего, и в России есть. Везде же есть умные люди, правда, во всех странах. Так вот, вот эти ангелы, которые пишут, записывают вашу историю в хрониках Земли, там есть и голос Христа, и голос Будды, и голос всех святых, и голос вашей прабабушки, она, кстати, тоже святая. И ваш голос, вы тоже святой человек, потому что у нас всех есть свет Бога, значит, мы все божественны. Но никто не понимает правильно божественность, абсолютно. Понимаете, что такое божественность нас, пылинок в этом космосе? Пылинка не может осознать весь космос, но космос заботится о пылинке. Если пылинка хоть какая-то неправильно идет в космосе, весь космос страдает. Одна пылинка может разрушить весь космос. Поэтому мы с вами пылинки, но мы важные пылинки. Мы были этими пылинками и будем ими. И никогда мы не закончим нашу жизнь. Жизнь вечная. Это вам гарантируется. The Scribe — это сейчас вам открывается тайна вашего бытия. Очень многие люди хотели бы этого. Очень многие люди не знают, как жить. Очень многие люди не знают, куда идти, чем заниматься. Не для денег, а для души. Деньги — это byproduct. То есть это как бы результат того, что мы делаем то, что любим и умеем. Понимаете? И так далее. Вот какой для вас расклад. Мощно, да? Мощно, девочки и мальчики, очень рада. А если у кого-то есть вопрос ко мне, я еще пару минут побуду. Про бронзовую медаль. А бронзовая медаль — это спонсорство канала. У меня есть золотая, бронзовая и серебряная медали. Но это просто какое время вы спонсор. Там есть спонсорство. Вы, если хотите стать спонсором, на месяц, на 3 месяца, по-моему, и на больше, если я не ошибаюсь. А вот, да, какая-то денежка мне идет, какая денежка YouTube. YouTube — это совершенно гениальная организация, которая помогает всем людям на Земле. И если кто-то так это не видит, человек очень злой. Я сразу говорю это. Потому что почти вся работа YouTube — это альтруистическая работа, включая мою работу. Это работа безденежная и альтруистическая. Поэтому я YouTube очень благодарна, что мы можем с вами общаться. И это вам ничего не стоит, правильно? Вот такие дела. Так что вот это и значит. Если есть желание, можно стать спонсором, но не обязательно. Спонсорство — это не за то, что я там дам какой-то дополнительный материал, хоть я и даю дополнительный материал. Это просто от души люди благодарят, вот и все. Итак, с сыном не могу найти общий язык. Ничего не делайте, не нужно его искать вам. Раз языка пока такого нет, подождите, он возникнет. Вифлеемская звезда поможет. Да, благодарю за вас тоже. Взаимно. Кто мне пишет «благодарю» взаимно. Привет из всех стран. Благодарю из всех стран. Там хорошо, где вы есть. Лена, вакцина. Не поняла. Не поняла ничего. Спасибо всем дорогим друзьям. С мамой не могу новый язык найти. Ну, поймите, если с мамой... Кто-то мне пишет там, ненавижу там английский. Но даже русский, у каждого человека свой язык. Ну, пока, значит, не понимаете друг друга. И не нужно на этом зацикливаться. Жду, верю, приобрету здоровье. Конечно, приобретете. Спасибо на добром слове. Спасибо на добром слове, любимые друзья. На протяжении расклада Зеваль. Ну, это почему стыдно? Это все хорошо, это все на здоровье. В ближайшее время. Ну, у меня же полно раскладов, что ожидает в ближайшее. Хочу помочь сыну. Я понимаю вас, но когда перестанете ему хотеть помогать, он найдет, как сам себе помочь. И это самое главное. Что-то у меня так мутно видно. Не знаю почему. Очевидно, потому что это эфир. Поэтому мутно видно. Потому что это эфир, друзья. А эфир — это вам не шуточка. Во время эфира, может быть, не очень хорошо видно. От всей души благодарю. И я вас благодарю за добрые слова, девочки, мальчики мои любимые. И я вас благодарю, конечно, от души. Угу. Кто-то там сильно ревнивый. Но он больной человек, раз он ревнивый.
Можете терпеть, терпите, а не можете, уходите от него. Зачем вам такие оскорбления, да? Я хочу просто выставить так, чтобы вы видели карты. Потому что там вот во время эфира там так интересно происходит, что ну, видимость не такая, как во время видео, конечно, да? Не такая. Чтобы вы видели, получали благословение от карт. А я читаю, что вы пишете. Сделает мне предложение любимый. Смотрите, он любимый, он вам должен сделать предложение. Он сделает, но вы не ждите, не нужно. Потому что ожидание имеет в себе очень темную энергетику. Понимаете? Такие дела. Спасибо, дорогие мои друзья, за добрые слова. Почему церковь против карт? Ну, потому что церковь монополию хочет иметь на магию. В церкви происходит магия. Церковная магия, она хорошая. Но я делаю только церковную магию, кстати, тоже. А некоторые священники смотрят тайно мои видео. Я знаю, мне девочки писали, это вообще удивительно, какие они, сколько у них там лжи, да? Окей. Слишком далеко зашло. Что зашло? Продадим ли жилье? Ну, конечно, продадите. Да, церковь магия, но я много об этом говорю. Огромное спасибо все спонсоры. Там, где вы видите значок S, это спонсоры. Огромное спасибо. Не могу забыть первого мужа. Но он сделал на вас гадости, да? Вам нужно освободиться, раскреститься от первого мужа. У меня чистки на эту тему. Даете духовное знание. Спасибо, Ирина. Спасибо, друзья. Вифлеемская звезда. Да, свет звезды. Угу. Танцевать под хорошую музыку очень полезно. Это очищение, кстати, тоже один из элементов чистки. Как пройдет суд? Вообще судиться никому не желаю, потому что судиться всегда нехорошо для человека, да? Все будет нормально, главное, больше не судитесь. Злые люди в любом случае обратку получат. Всем милосердие, вот это точно. Смотрите, смотрит меня сейчас 2000 человек. Юху, ура, ура. Вот насчет беременности, девочки, там сложно, да, там сложно. Вот это отчаяние, оно мешает забеременеть. Не нужно отчаиваться. Нет такой болезни шизофрении, абсолютно. Мы 21 век, обратитесь к хорошему психиатру, он вас вылечит. Нет такой болезни. Это прошлый век, это labels, это нехорошо. Новым годом, всем с Новым годом, Вифлеемская звезда, вот это видео, Индит, действительно, это удивительное время, в котором мы живем. Удивительнейшее время. Вот смотрите, будущее вашей семьи, смотрите мои видео, там для вас будет помощь и подсказки. Угу. Закрыть кредиты. Ну зачем вы зацикливаетесь на этих кредитах? У нас в Канаде кредиты люди имеют всю жизнь. Ну а как иначе? Иначе бы мы все под мостом жили. В Канаде жить трудно. Кто живет в эмиграции, все девочки меня поймут, да? Так что зачем вам вот закрыть кредиты сегодня? Живите, радуйтесь, все будет, все, закройте их. Со временем на то кредит на долгие годы, что растянуто, чтобы вам деньги хватало на сегодня. А то те, кто хочет только выплатить кредиты, они же сегодня не живут. Сидят на хлебе и воде, выплачивают в один день, как это возможно. Но на Западе вообще нельзя в один день выплатить. Никто не понимает меня оттуда. Никто. Я когда поехала, мне нужно было к маме. Боже мой, какая злость у людей. Вообще никто не понимает. Все имеют свое мнение о том, как на Западе. Никогда на нем не были, не жили, но имеют мнение и ничего не хотят слышать. Это, ну не все, некоторые. 3 час ночи, my goodness. Если хотите переехать, конечно, переедете. Ну, смотрите, будут ли у меня с ним отношения. У меня же есть об этом видео, я так много делаю. У меня даже есть отдельный канал на любовь. Для вас его развиваю, работаю на нем как пчелка. Да, много работаем. Все люди много работают. Главное в кайф работать. Спасибо, Олеся, да, спасибо. Кто-то написал спасибо за ритуал. Это очень мило. Огромное спасибо и вам. Угу.
С Новым годом! Вас тоже, дорогие мои. Есть ли какие-то вопросы ко мне лично, может быть, не знаю. Купить ли мне дачу? Ну, если вы очень хотите иметь дачу, наверное, стоит купить. Но если вы спрашиваете, купить ли мне, вы не очень ее хотите. У вас есть какие-то тоже, но вы не очень ее хотите точно. Спасибо добрым людям за добрые слова. Угу. Спасибо от души. Что-то, может, еще есть какой-то вопрос ко мне, может, есть. Делитесь моими видео с друзьями, если вы хотите, чтобы я продолжала их делать, конечно, потому что я это все и сама сделаю, сама знаю. Я делаю это для людей. И это в основном мною движет 99% это вот альтруизм. 1% это меня просто подталкивает высшая сила, даже когда я хочу опустить руки и сказать, больше не могу, высшая сила, вот этот 1% меня поддерживает, а 99% это кайф. 1%, наверное, того, что очень много обидных комментариев, и это, ну, это неприятно. Вот это где-то 1%. А 99% это просто кайф с вами общаться. Ну, смотрите, попасть к дочери в Китай. Ну, почему не получится? Ну, можно попасть, конечно. 21 век откроются границы, вы сможете поехать куда захотите. Ченнелинг. Да, ченнелинг это очень мощно, я это делаю очень давно. И я верю, что ченнелинг это самое лучшее. Но это как вот откровение, да, такое пророчество. Огромное спасибо спонсору. Я смотрю, много спонсоров зашло. Огромное вам спасибо. Осознает ли он все свои ошибки? Все ошибки он вряд ли осознает. А зачем вам это нужно? Это его личная как бы жизнь, да. У каждого человека есть личная жизнь, даже если вы в паре. Не нужно пробовать забрать у человека личное пространство. Делайте видео. Спасибо, Ирина. Спасибо. Буду делать. Общий негатив питомца. Вашего питомца. Что вы имеете в виду? Животное? Странное поведение животного. Ну, может, у него психика, проблема. Животные болеют так же, как и люди, если не домашние. Будет ли запись? Да, это видео оставляет YouTube сам, он автоматически происходит запись. Питомицы. Но это сложно, с питомцами очень сложно, да. Это нужно, конечно, себя посвятить жизни питомца. Не каждый это может. Может, питомец чувствует где-то на каком-то уровне ревность к вам. Помиримся ли мы, Ирина? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Ирина спросила, помиритесь ли вы. Вы знаете, Ирина, еще есть какие-то иллюзии и у него, и у вас относительно ссоры этой. Он должен что-то осознать, и вы тоже. Может быть, я буду карты иметь здесь. Будет попроще мне с вами разговаривать. Но я должна уже заканчивать. Я думаю, всем уже все понятно насчет звезды Вифлеемской. Правда, друзья, да? Всем понятно. Вот такие дела. Встретите ли вы любовь? О, да, любовь для дома, для семьи. Обязательно встретите. Обязательно встретите. Смотрите, вот высокооплачиваемую работу. Ну, нужно просить работу. Ну, конечно, ваш вопрос, он всегда правильный. Как вы не задали. Всех будет счастье. Виктория. Да, Виктория. Вот вы будете очень счастливы, будете идти по правильному жизненному пути. Высокооплачиваемым нужно просить. Ну, можно, конечно, да. Понимаете, если работаете для денег, в любом случае вы тратите зря силы. Я вот вам четко говорю. Если работаете для денег, тратите зря силы. Работайте для себя. Потому что дом — это для себя. Смотрите, опять дом вышел второй раз, да? Да, такая жизнь, такие дела. Найду ли я работу? Найдете. Работу по душе, по судьбе, по предназначению. Вот соседи колдуют, но это чаще всего бывает. Люди просто больные ментально, чего они хотят. Соседи колдуют, они больные. Они хотят украсть у вас удачу, но у них ничего не получится. Это больные люди. Больные люди.
Поступит ли мой сын в вуз? Леночка, будут расклады, как встретим Новый год. Как встретим Новый год? Как встретим Новый год, девочки? Смотрите. Счастливо. Новый год принесет счастье. Кто задал этот вопрос? Вот вам, лично вам, кто задал этот вопрос? Новый год принесет счастье. Посмотрите, поступит ли сын в вуз. Вот если не поступит, значит, у него что-то лучшее в жизни есть. Но перемены. Ему нужно поменять свое отношение к тому, куда он хочет поступить. Может быть, он неправильный вуз хочет поступить. Но он, скорее всего, поступит. Вернется ли муж? Это самый главный вопрос риторический, да, вернется ли муж. Но если муж ушел, вам нужно уйти от него вначале. Да, он вернется, он вас любит как свою семью. Но чтобы он вернулся, вам нужно от него тоже вначале уйти. Смотрите, ушел от вас муж, да? Вам, чтобы он вернулся, нужно тоже от него уйти, а не ждать его. Сделает ли он первый шаг? Он первый шаг. Сделает ли он первый шаг? Да, сделает. Он даст о себе знать. Он даст о себе, девочки, знать. Это я вам гарантирую. 100% даст о себе. Что ждет в новом году? Мужчина, счастье или же вот эта реализация себя. Вот что ждет в новом году. Очень хорошая карта. Куплю ли я квартиру? Все, кто спросил, Алла, все, кто спросил, куплю ли я квартиру? Да. Вот ту квартиру, которую мечтаете, и даже в миллион раз лучше. Вот это 1000000%, что вы квартиру купите. Карта звезда. Понимаете, да? Ой, ну, наверное, я устала вообще-то. Да. Все будет хорошо, девочки. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Кто-то просто написал спасибо. Как мило. Угу. А вот кто-то просто хочет знать, да, ну вообще просто хочет знать, хоть донат какой-то пошлите, не знаю, просто хочет знать и все, и все, да. Это называется использование другого человека, в общем-то, да, на самом деле. Смогу ли я работать с картами? Ну, берите у меня уроки. Работать с картами могут все, я даже карту не буду для этого брать. Работать с картами могут все. Уроки нужно брать у автора. Если хотите мои работы, покупайте их у меня. Вот такие дела, девочки. Реализуюсь ли я в бизнесе? Но это есть у меня в предсказаниях на 10 дней и на месяц. Так что смотрите те предсказания, да? Там все для вас сказано. Вот. Ну и у меня есть предсказание, будет ли любовь в новом году. Обязательно. На все темы есть. Заходите на канал, пользуйтесь тем, что я для вас создала. Понимаете? Поклон вам, Ирина. Огромное спасибо, и вам тоже. Взаимно. Огромное спасибо. Благодарю, Леночка. Пишет мне спонсор. И вам огромное спасибо. И вам огромное спасибо. Спасибо, Лена. Еще один спонсор пишет, Ирина. И вам спасибо, дорогая. И все дорогие мои друзья, кто спонсоры, кто не может стать спонсорами, вам огромное спасибо и низкий поклон от меня тоже. Ну почему он молчит? Я вот сделала видео, да, его претензии к вам. Вот последнее видео на канале «Любовь». Кстати, перейти на канал «Любовь» очень легко. Под каждым видео на этом канале есть переходы на все мои другие каналы. Я сделала, какие у него претензии к вам. Ну вот никто не смотрит. Все боятся вот этих претензий, а хотят узнать. Ну, не бойтесь посмотреть правде в глаза, и тогда вам откроется небо, откроется звезда Вифлеемская, точно. Да. Ну, в общем, девочки, что хочу сказать. Всем подсказки вы найдете на моих видео, это 100%, да? Когда закончится коронавирус в России, вот смотрите, какое у вас отношение к жизни, именно в России, да? А нужно спросить в мире, потому что коронавирус, он весь мир поставил на колени. Ваш вопрос, вот он сразу, он очень эгоистичный, извините, конечно, меня. Ну, знаете, у нас у всех есть эгоизм, включая меня саму, я же не говорю, что я лучше вас. Вот, так что думайте, что вы говорите Вселенной, когда закончится коронавирус в такой-то стране. Коронавирус не может закончиться в одной стране, он должен закончиться во всем мире. Нужно так видеть жизнь. Давайте, девочки, будем уже уважать Вифлеемскую звезду и новое измерение, да? Понимаете, позвонит, придет любимый, когда вы перестанете его ждать. Вот и все. Посылаю вам
Обнимашки из Неаполя, как здорово. Вот точно, Юлия просит одну карту для меня, а вот есть карты для вас на каждом моем видео. А вы знаете, как это прекрасно, потому что когда вот мы сможем путешествовать, мы сможем поехать в другие страны. Вот и все. Ну, вот кто-то пишет постоянно одно и то же, получится ли у меня, получится у меня. Смотрите мои видео, там для вас есть ответы. Вот и все. Вот и все. И, кстати, если вы подписчик моего канала, у вас будет стоять вот такой чемоданчик возле вас. Или у вас не открыты подписчики. Я даже не вижу. Подписчики спрашивают личные вопросы, не подписчики. Просто люди хотят мной пользоваться, да? Да. Тогда такой чемоданчик будет. Если подписки открыты, я хотя бы буду видеть, что вы подписчик. Но чемоданчика, кстати, ни у кого не видно. Либо у вас не открыты подписки. Но это ваше дело, хозяин-барин. От этого мне не холодно, не жарко, если у вас не открыты подписчики. Просто подписки. Просто я, когда читаю ваш комментарий, и я знаю, окей, это подписчик спрашивает, или это не подписчик. Вы подписчица, но, видимо, не открыты, чемоданчика нет. Когда чемоданчик есть возле вашего имени, я понимаю, что вы хотя бы подписались, хоть это совершенно бесплатно, боже мой, я за подписки ничего не делаю. Подписка вы делаете для себя, потому что хотите от моих карт советы получать, да? Никто ничего не делает для другого, запомните. Я человек с пониманием отношусь и знаю, что никто никогда ничего не сделает для другого, даже если на колени другой станет. Каждый человек в любом случае все делает только для себя. Огромное спасибо, что вы донаты отправляете. Спасибо вам. Огромное спасибо. Огромное спасибо всем подписчикам, потому что есть люди просто пользуются. Вот, ну хотя бы подписка, хотя бы ощущение такое, что у меня должно быть, что вам не трудно было вот 1 килокалорию сделать, чтобы вот так нажать, подписаться. Хотя бы это, да. Потому что иначе, я не понимаю, а в чем суть? Если человек не хочет подписаться на канал, он просто очень злой. Вот это я только так вижу. В чем суть не подписаться на канал? Я буду тобой пользоваться, но даже не подпишусь, чтобы тебе вообще не было хорошо. Но это очень злые люди. Я знаю, что почти все подписаны, кто меня смотрит. Из 2000 сейчас, кто смотрит, скорее всего, 2173 человека смотрит, ну, может, 73 не подписанных, а все 2000 подписанных людей, да, точно. Это точно, это правда. Но я просто вам сказала свое мнение, да, что человек смотрит, пользуется, говорит, я даже не подпишусь, вот, чтобы тебе вообще пусто было. Есть такое, да? О, да, есть. Это human nature называется, да? Угу. Да, всем обнимашки со всех стран. Спасибо, кто подписан. Но вы подписываетесь для себя, потому что пользуетесь моими раскладами. Я благодарю вас за это. Я для того и делаю, чтобы вы пользовались, конечно. Зелено за окном. Ну, зелено, что я могу сделать? Ну, я живу в Сибири, но это такая Сибирь особенная. У нас нет зимы. Спасибо всем друзьям. Умоляю, стоит ли еще раз попробовать отношения? Вы имеете в виду новые или с тем, с кем уже вы? Это вы вышли. Стоит. Если мужчина вас предал, это вы вышли, вы решаете, что делать. Понимаете? Вы решаете, что делать. Конечно, зря не подписываются. Люди просто злые не подписываются. Те, которые говорят, вот воспользуюсь тобой, но чтоб тебе было хорошо, да ни за что. Я же знаю, я же эзотерик. Я могу читать каждого. Буквально каждого. Что изучать? Я советую мои курсы по Ленорман или же Таро 1 и 3 курсы. Самые важные и нужные курсы. Что меня ждет? Почему нет чемоданчика? Ну, наверное, вы не открыли подписки. Ну, открыты или закрыты, это не важно. Главное, я тогда могу видеть, подписчики вы или нет. Только вот этот чемоданчик это показывает, да? Спасибо за работу. Кто-то подписан на 2 канала. Класс. Вот видите? Это вот о тех, кто не хочет подписаться, на зло мне. Вот эта карта крысы вышла. Смешно, да? Смешно. Любит ли он меня? Вообще-то многие задаются таким вопросом, но я вот возьму карту. Крысы вышла опять. Он любит, скорее всего, больше себя или вас. И нужно сказать, что не нужно пытаться
внушить другому такую любовь, чтобы он любил себя больше, вернее, вас больше себя. Это неправильное отношение к жизни. А я бы сказала, что он любит себя больше вас. И за все воздастся по заслугам. Это правда. Ну вот у нас закончился снег, и дождь еще идет, но я сейчас надену свой гортекс и пойду на прогулку. Гортекс — это такая одежда, которая не пропускает воды. Подписан на все каналы. Инна, вы тоже будете счастливы. Это карта для Инны и для всех, кто подписан на все мои каналы. Карта счастья, постоянного счастья в любви и во всем. Это, кстати, карта выйдет вам, вот скоро я сделаю видео, она выйдет вам, я знаю, я предчувствую ее. Вот такие дела. Подписана на все каналы. Гульнар, ну огромное спасибо. Это приятно. Значит, вы щедрый человек. Хотя это, в общем, ничего не стоит, но стоит сердечность, наверное, нормальное по отношению к людям, которыми пользуетесь, да? Это нормальное человеческое отношение. Кто даже не подписан, но смотрит, это вообще жесть. Марина подписана на все каналы. Мариночка, вы будете счастливы. И все, кто подписан на мои все каналы, вот вам карта счастья. Ай, жду сына возвращения домой. Ну зачем его ждать? Сын, когда нужно будет, он вернется. Когда нужно будет, вернется. Вы просто свою жизнь зря теряете. Жизнь проходит мимо, пока вы сына ждете. Ну что такое? Зачем сына ждать? Когда он созреет, он вернется. Спасибо, Екатерина. Все эфиры смотрит, но не подписана. Ой, цирк. Ольга подписана на все каналы. Молодец, Ольга, благодарю. Смотрите, какая карта вам вышла. Ольга и все, кто подписаны на все каналы. Собака — это карта счастья, доверия, верности ваших друзей, любимых. Это прекрасная карта счастливой жизни. Лена, я люблю, поссорились. Ирина, помиримся ли мы? Ириночка, дорогая, и все, кто вот такой вопрос спрашивает, все зависит от вас. Вы любите его, вы себя меньше любите. Вы вышли в неоновые, вы понимаете, не нужно ждать этого примирения. Вот когда вы к себе будете относиться с большим самоуважением, он обязательно вернется. Такие дела. Надежда подписана на все каналы. Молодец. Молодец, Надежда. Люблю вас очень. У вас будут деньги, Надежда, и все, кто подписаны на мои каналы, или на один, или на все, у вас будут деньги и любовь. Моего котика. Ну, если он умер, ваш котик, зачем на него смотреть, девочки? Ну, он соединился с Творцом. Понимаете? Вернется ли он новым котенком? Девочки, дорогие мои, он соединился с Творцом. Да, у вас будет все хорошо. Стоит ли ждать или отпустить свою любовь? Отпустить! Ничего не ждите, тогда она к вам вернется с новой силой. С собой у вас неправильный разговор. Отпустите. Чему проявляют... Извините, не смогла прочесть. Не успела. Вернется ли он? Ольга, вы подписаны на мои каналы? Ну, не знаю, или подписаны даже. Ну, что я буду смотреть для вас, да? Наверное, подписаны. Если Ольга подписана, а если нет, ну, так знаете сами, что нельзя так спрашивать. Вы будете счастливы. Ольга и все, кто подписаны на каналы. Девочки, честное слово, обидно. У меня вообще никто не подписывается. Я не знаю, что такое. Я на YouTube 7 лет или 8. Ну, что такое? Ну, никто никогда мой канал не продвигал. Я ничего никогда не покупала. И у меня теперь перестали подписываться. Я понимаю, что есть много нелегальных вещей на YouTube, и те перенимают все наши усилия честных людей. Ну, нельзя так. Нужно подписываться, девочки, потому что нужно смотреть то, что вы любите, потому что у меня вообще нет подписок сейчас совсем. Будут ли у меня внуки? Земфира, во-первых, подписаны ли вы? Во-вторых, вообще, почему вас интересует, будут ли у вас внуки? А что, личной жизни нет? Выйду ли я за моего любимого мужчину замуж? Заранее благодарю, Наталья. Наталья — спонсор. Вы выйдете за мужчину, который вас будет очень любить, будет надежный. Спасибо.
А вообще любите ли вы вот такие эфиры? Подписана на ваши каналы. Good, Татьяна, благодарю. Татьяна, дорогая, вам кольцо вышло. Подарки судьбы, подарки вообще любимого. Трудно найти эфир, если не подписан. Да, трудно, кстати. Вот вы правы, шитье и мода, кстати. Вот это вы правы. Сколько? Кто-то, спонсор писал, я не смогла прочесть. Идет лента быстро. Я тоже на всех каналах подписана. Спасибо, Людмила. Мой муж поправится, по-моему, спросили. Да, он будет перемена, он поправится. Девочки, по секретам всему свету. Спасибо огромное. Будет ли у меня свой дом в этом году? По секрету всему свету и всем другим друзьям. У вас будут деньги на дом. Ой, и деньги, да, и бумаги на дом. У вас будет дом. Проблема с мамой. Проблема с мамой нет. Потому что все причинно-следственное событие. То, что у вас какая история с мамой, такая у вас жизнь с мамой. Все вытекает из того, что было раньше. Вообще не заморачивайтесь на эту тему. Живите, кайфуйте, гурманьте жизнь. Гурманьте жизнь. Но это так просто и сложно одновременно, да? Да. Будет ли у меня семья? Я подписана, Людмила. Будет ли у вас семья? Будет. Любовь, семья, деньги, все будет. И не только для Людмилы, и для всех других тоже. С наступающим Рождеством и вас, Люба, тоже, и всех любимых моих друзей, подписчиков. Вообще подписывайтесь, смотрите мои видео. Если вы их не смотрите, они в рекомендации не выходят. И опять же говорю, на YouTube много нелегальной всего, да, есть. Потому что YouTube большой не успевает все убирать. Каналу 3 месяца, а там 100 тысяч подписчиков. Такого же не может быть, да? Моему каналу 7 лет. Как понять партнера, коли припадки негативные? Не нужно его понимать. Он отыгрывается на вас. Он пользуется вами. Не нужно его понимать вообще. Подписан на все каналы. Тот, кто написал, подписан на все каналы. Что у вас будет в жизни? А у вас будет ключ ко всему, чего вы хотите. Вот эта карта исполнения желаний. Вы супер, вы тоже. Успех в бизнесе, да. Деньги переслать на ваш канал. Не нужно посылать. А если, Дарья, хотите, лучше всего послать деньги у меня на сайте. Потому что тогда денежка мне 100% идет. Но, кстати, если посылаете через YouTube, я тоже радуюсь, потому что YouTube, все люди, которые работают на YouTube в бедных странах, такие как Бангладеш, они тоже получают процент какой-то, если вы с YouTube меня благодарите, да, и я очень радуюсь. Это моя и ваша благотворительность. Например, кто-то послал $3 мне в месяц, например, да. Что получается? Из этих $3 40% идет мне, 60% YouTube. Если кто-то, злой человек, не понимает, что 60% это моя и ваша благотворительность, это очень хорошо. Человек в Индии бедный, у кого вообще нет денег, или же в какой-то бедной стране, где его YouTube нанимает, он получает хлеб на столе, он может своих детей накормить. Я очень этому рада. Огромное спасибо за вашу благотворительность. Подписано, есть ли у него другая Александра. Видимо, что-то, как препятствие есть. Другая ли это или обстоятельства, но препятствие есть. Благодарю вас. Вот Татьяна пишет. Подписана, благодарю. Ничего не хочет, просто благодарит. Какая такая добрая душа. Класс. По секрету своему свету. Спасибо. Все образуется, да, все образуется. Что сейчас вас расстраивает? Меня ничего не расстраивает. Все нормально. Я просто устала немножко. Ничего не расстраивает. У нас уже идут дожди целый месяц, не было солнца. Не могу деньги копить. Окей. Спонсор пишет, не могу деньги копить. Ирина, спонсор. Смотрите, их не нужно копить, вам нужна другая работа. У вас работа недостаточно, вы вкладываетесь больше, чем получаете. Нужно другую работу, не нужно копить деньги вам. В Канаде уже началась вакцинация. Да, уже началась вакцинация. Первые люди — это те, которые работают для других. И в старческих домах, так называемых, по-нашему старческие дома, некрасивое такое название, senior homes, там уже делается вакцинация. И вы, прекрасные люди, кто такое может увидеть других, прекрасные,
А кто ищет что-то во мне, где-то что-то, какое-то слово неправильное, вынимает его из контекста, те злые люди. А тот, кто увидит в другом прекрасное, он сам прекрасный. С документами у дочери. Пока непонятно. Подписано «Встать на ноги». Встать на ноги. Встанете на ноги. Девочки, вообще-то подписывайтесь, честное слово вам говорю, потому что, ну зачем мы даем возможность тем, кто вот нелегально что-то делает, да, и не подписываемся на каналы, которые сами своим трудом, своими мозолями себя развивают. Почему, в конце концов? Найду ли я работу? А вы подписаны? Подписаны. Найдете. Он вдовец. Вообще, чего он вас так интересует? Вообще забейте на любом. Ну вот он вдовец, он ищет себе тот, кто будет ему борщ варить. Зачем он вам? Делюсь с другими. Спасибо. Делитесь моими видео с другими. Я вас люблю. И я вас люблю. Обожаю. Куплю ли я квартиру в 2021 году? А вы подписаны на мой канал? Все, кто спрашивает о квартире. Купите. Денег хватит. Вообще-то купить квартиру в Канаде, это нужно 30 лет потом выплачивать. Что думаете, что здесь дороги медом смазаны? О, боже мой, как люди любят говорить о других. Рада и слышать. Спасибо, кто-то написал милые слова. Скучает ли он по мне? А зачем вам это нужно? Если вы о нем скучаете больше, чем он о вас, это ваше неправильное движение в жизни. Да, скучает. Подписка ждет в новом бизнесе. Спонсор спрашивает, что меня ждет в новом бизнесе. Ну, вы процветать будете, у вас будет все хорошо. Делайте с удовольствием, работайте много, делайте то, что в кайф. Гурманьте жизнь. Понимаете? Помощь будет реальной или обман? Подписано. А помощь будет. Что значит обман? Вот, понимаете, если вам не хотят помочь, разве это обман? Но помощь будет. Помощь будет. А сегодня такой день, это Вифлеемское рождение Вифлеемской звезды, поэтому вот такой подарок для вас. Кстати, я делаю для вас еще один подарок. Я делаю для вас бесплатные уроки по игральным картам, и скоро выйдут. Да. Восстановится ли здоровье, Юлия? Подписаны ли вы? Вам нужно к врачам обращаться. Здоровье восстановится, но нужна помощь врачей. В каком направлении подписано? Не поняла. Выйду ли я замуж? Подписаны. Выйдете. Перемены в личной жизни. Сложатся ли у меня отношения с мужчиной? А подписаны ли вы? Сложатся. Девочки, честное слово, обидно, если кто не подписан, задает вопросы. Сложится. Потому что это лиловые сумерки, это хорошая карта. Сложится, ну вообще-то почему вы так в него вкладываетесь? У меня к вам вопрос. Будет ли дочь счастлива? Честное слово, а чего вас так волнует ваша дочь? Вот этим волнением вы ей мешаете жить. Будет счастлива дочь, да. Конечно, подписано, будут ли у меня деньги, будет ли у меня что-то развиваться. Деньги не откладывайте, тогда будут. У вас неправильное отношение к деньгам, какой-то страх бедности есть. Подписано, улучшится ли здоровье. Да, улучшится. Откроет ли мой сын бизнес? Подписано. Ну, девочки, честное слово, ну при чем здесь сын? Страхи у него есть. Он хочет работать, молодец, но у него есть страхи. Он делает это только для денег. Елена прислала денежку. Огромное спасибо. Подписано. Выйду ли я замуж? Выйдете. Получится ли у меня с документами? Получится ли у меня с документами? Для всех касается. Да, получится. Буду ли я в Москве? Будете ли вы в Москве? Если хотите, будете. А что такое Москва? Что, закрытый город, что ли? Что не позволяется туда въезжать некоторым? Будете. Но будет вначале тяжело. За границу работать. Стоит ли ехать за границу работать? Вот таких очень много вопросов. Вопросов таких много. За границу работать. Вы получите эту работу, но не так будет, как вы думали. Будет тяжело. Но вообще кому легко? За границей никому не легко. Если вы только дочь олигарха, у нас здесь в Ванкувере много таких есть, кстати, потому что это город очень дорогой. Дети олигархов здесь живут.
О, боже мой. Вообще, олигархи, которые вышли из Советского Союза, на мой взгляд, это ужасная вещь, да. Кидуки. Ну, есть уже честные люди, но вот в 90-е я слышала, что было все плохо. Хотя я в 90-е уже там не жила в всех странах. Закончу ли я, получу ли образование? Да. Буду ли я с мужчиной? Да. Что ждет в личной жизни? Мужчина ждет в личной жизни. А вы его не ждите, главное. Девочки, расскажу вам историю. Вчера посмотрела документальный фильм. Я и смотрю на английском, и я могу вам пересказывать, очень интересно. О чем я смотрела документальный фильм? О принцессе одной. Она была внучка королевы Виктории. И ее, смотрите, она вышла замуж за принца, за принца Греции и принцесс Элис ее звали, за принца Греции и Денмарк, и у нее было 5 детей. Но в 45 лет у нее какие-то были сексуальные желания. Ее объявили в шизофренизме, представляете? Ее украли, насильно держали, ее типа лечили. Ей даже делали радиацию яичников, чтобы приблизить ее менопаузу, чтобы она больше не имела сексуальных желаний. А муж ее всю жизнь имел любовниц. Это отвратительно, какое отношение к женщине было. Она была нормальным человеком, кстати, потом стала монахиней даже. Ужас, ужас. А проблема у вас... Ну, смотрите, проблема у вас, когда вы думаете, что у вас проблема. У каждой проблемы есть решение. Да, перемены будут, проблемы все решатся. Стоит ли ждать мужа из тюрьмы? Нет, не стоит. Нужно жить своей жизнью, я вам сразу скажу. Нет, не стоит ждать мужа, хотя есть такие страны, где демократия плохая, его могли незаконно осудить. Живите своей жизнью. Почему муж часто болеет и не лечится? Ну, какая вам разница? Не лечится, значит, это его выбор. Почему он часто болеет? Спасибо за котика, спасибо вам, друзья. Ну, потому что он тяжелый человек, он видит жизнь как препятствие, у него есть какие-то родовые зацепки. Многие блогеры, не прочла, не успела, подписаны, благодарю. Поздравит ли меня Павел с Новым годом? Татьяна, вы подписаны на мои каналы? Подписаны ли вы на мои каналы? Поздравит ли он вас с Новым годом? Развилка. Кого поздравит, а кого нет. Вообще не поздравит и не нужно. Зачем вам он нужен? Почему вас так это тревожит? Задайте себе вопрос по карте развилка. Почему я так волнуюсь о том, поздравит ли он меня? Вообще. Не вкладывайтесь в тех, кто не вкладывается в вас. Закон эзотерики, закон природы. Любите то, что любит вас. По закону вибраций, созвучными, правильно, созвучными. Кто-то смотрит мои видео, молодец, и понимает их правильно. Когда выиграю лотерею, стану спонсором. Вообще не понимаю, что-то оскорбление мне или что. Вообще какое-то оскорбление, что ли, мне, да? Я никого не прошу становиться спонсорами, это кому в кайф. У меня бывает письма пишут, я ваш спонсор, сделайте мне расклад. Ну, спонсор это кому в кайф, кто хочет мне купить чашку чаю, да, но выставлять потом свои требования, ну, не нужно тогда таким людям становиться моими спонсорами, вот и все. Опять же, это не вы, не мой только спонсор. Вы вообще благодарите YouTube за то, что вам помогает жить. Сейчас так YouTube многим помогает, правда? Еще и люди рекламу пропускают. Дух тюрьмы, идите во тьму. Правильно, я согласна. Хочу поехать в западную точку. Почему вы врете? Я не вру, я правду говорю, у меня вот карты. Я читаю живые каналы карт. Я в жизни еще не соврала ни однажды на моих раскладах. А вот вы плохой человек, раз такое написали, тучи вам вышли. Обратка вам будет. Я не поняла, как Павел ко мне относится. Я же сказала. Посмотрите, перегоните потом видео на эту точку, посмотрите. Посмотрите, если Павел вас волнует больше, чем вы сама себя, там есть как что-то.
Миша, любит ли меня? Екатерина, а вы спонсор или вы подписаны или нет? Будет ли меня любить? Спонсор спросил, будет любить. Но он себя тоже любит. Любите его меньше, вы его слишком много любите. Опять про Павла. Ну что ж ты будешь делать, а? Про Павла и всех других Павлов. Вы с Павлом поссорились. Павел нехороший человек, скорее всего. Спасибо, вы тоже замечательные. Подписано, вернется ли муж? Вообще-то за подписку не делаю ничего людям. Подписка это для вас, вы сами делаете. Вернется. Смерть может быть хорошей. Как смерть может быть хорошей? Смерть чего? Вчерашнего дня всегда хорошо. Если смерть не произошла во вчерашнем дне, вы не живете в сегодняшнем. Это все так понятно. Это все так понятно, да? Любит ли Гена? Это спросил спонсор. Вы знаете, Гена, у него проблема с психикой. Не нужен вам Гена. Ну как не нужен? Не думайте о нем так много, и тогда вы все поймете. Хочу сына. Зачем? Вот зачем? Сохранится ли эфир? Да. Любит ли меня Славик? А вы подписаны? Все каналы. Сменю ли я работу? Вам сложно сменить работу, потому что вы боитесь. Вообще боитесь жить. Очень много страхов. А Миша мне нужен? Вот вообще про Павла опять. Нужен ли мне Миша? А вы с Мишей встретитесь. Помиримся ли мы с Юсуфом? Юсуф может обидеть женщину легко. Напишет ли мне Витя? Вот напишет ли вам Витя? Да, Витя напишет. Что ждет в будущем подписан? Девочки, донат можно послать, да? $1 не жалко, нет? На развитие не моего канала, а на всем, кто на YouTube работает, всем работникам, которые за гроши работают в Индии. Все будет хорошо у вас. Я вообще-то скажу, что моя работа альтруистическая, еще раз повторяюсь, да? Нужен ли мне Эдуард? Нет, не нужен. Вернется ли муж? Нет отношений с сыном. Девочки, не буду за это говорить. Вернется ли муж? Да, вернется. Но не нужно его ждать. Он вас использует. Спасибо. Опять про Павла. Вот видите, а вы хотя бы $1 послали для ютуберов в Бангладеше? Хотя бы $1 послали? Вот не послали точно. Деньги у себя в кошельке зажали сильно. У меня сегодня праздничное настроение такое веселое. Сергей, мой человек. Лариса, а вы подписаны? А вы подписаны, Лариса? Нет, не ваш человек. Нужно ли мне менять работу? Да, нужно. Я не успеваю читать. Куплю ли я дом? Да, купите. Подписано, будем ли мы вместе? Да, будете. Какой мужчина по судьбе? Девочки, все, кто хочет спросить, спонсор спросил. Такой, который похож на вас. Такой по судьбе. У которого похожее мировоззрение, образование, энергетика, желание, стремление. Спасибо, Наталья, за донат. Кстати, донат вы посылаете не мне только, а вы посылаете тем всем, кто сделал возможным наше с вами общение. Вот никто не понимает этого. Многие не понимают, кто просто жадные люди, не понимают, что те, кто сделали возможным наше общение, те получают все равно, даже если 1 копейка. Инициатор ссоры. Я каюсь. Вообще каяться не нужно. Не нужно каяться, вы не виноваты. Евгений, будем ли мы вместе? Новая директриса ужасная. Будете с Евгением вместе? Директрисы вообще-то очень часто люди сложные. Очень тяжелый человек, директриса. Опять про Павла вопрос, да? Кто-то спросил про Павла. Честное слово, пошлите $1 на развитие YouTube. Не моего, а вообще YouTube. Тогда я вам скажу опять про Павла. Найду ли я работу по душе? Да, найдете новую работу. Перееду я с семьей жить, я не успела прочесть куда, но всем, кто спросил, перееду ли я в другую страну, да, переедете.
Нажимаю на доллар, не посылается. Но можно зайти ко мне на сайт. Переход на сайт есть на моем канале, и там послать донат. А что там, у всех моих слушателей, 2000 людей, у всех любимые мужчины Павла, что ли? Ну, постоянно про Павла вопрос идет. Будет ли у дочки что? Что вы хотите для дочки? Нет, вам не нужно этого хотеть. Дайте дочке жить своей жизнью. Карты судьбы, любви изучаю. Благодарю, кто-то послал донат. Благодарю. Благодарю все спонсоры. Решится моя проблема в скором времени. Венера спросила. Вы знаете, не хватает вам чего-то. Вот леса — это свои ресурсы вы не можете найти. Все проблемы сразу не решатся. Решатся постепенно. Здоровье мужа. Девочки, а почему вас так интересует здоровье мужа? Вот пусть он задает вопросы, пусть он приходит на канал и спрашивает. Муж, приди сам на канал, я тебе отвечу. Прошу напутствия, Кристина. Прошу напутствия. Вот напутствие. Думайте о себе. Это карта жизни, у вас все будет хорошо. Ух ты, сколько много. Стану ли я певицей? Здорово, какой классный вопрос. Что-то карты сами вышли. Будет трудно. Если станете певицей, ничего не заработаете. Можно для себя петь дома, в ванной, в этом, не в туалете, а в душе. Извините. Ну что такое певица? Ну разве же это профессия, девочки, честное слово. Не нужно вам становиться певицей. Это же не профессия певица, да? Это просто для души петь нужно. Вот у меня муж, у него нет слуха, но когда он поет, это такое блаженство, так интересно, он душу открывает. Все люди певцы и певицы. Сможете ли вы увидеть, кто я на самом деле? Дух тьмы. Дух тьмы. Донат пошли, тогда скажу. Что ожидает в ближайшие месяцы? Татьяна. Новое что-то? Новое что-то ожидает. Напишу ли я книгу? Ух ты. Напишите новую книгу. Опять та же самая карта вышла, да? Выбрать профессию в бизнесе. Какую мне выбрать? Ирина, вам нужно смотреть, еще видно, мои расклады, где я говорю на эту тему. Но я вот возьму для вас карту. В бизнесе вы будете в торговле, на весь мир торговать будете. С Андреем. Буду ли я с мужем Андреем? Девочки, пошлите хотя бы $1 на развитие ютуберов в Бангладеше. Потому что я повторяю, что все, кто посылают деньги из канала, я получаю какую-то часть. Не знаю, 40 то ли процентов, то ли 20, это не важно. Прошу я донат только для тех, кто делает YouTube, чтобы у них было больше денег, чтобы YouTube платил им хорошую зарплату. Тот, кто спросил, у вас будет все хорошо. А вообще хоть обо мне, хоть слово у кого-то есть? Только о себе все, только о себе все. Все зациклены только на себе. Забеременеет ли Наталья? Ну уж не серьезно. Вообще не серьезно. Моя Наталья. Но зачем вам ее беременность нужна? Это вообще... Мы не имеем права менять другим жизнь. Смотрите, опять все равно для себя все спрашивают. My goodness. Ближайшие полгода. Лариса, вы подписаны? Встреча с Владимиром. Будет ли с ним встреча? С ним это ваш мужчина. У мужчины свой интерес. Встреча с мужчиной точно будет. Он хочет себе женщину, чтобы удовлетворить свои потребности. А вам это надо? Удовлетворяйте свои потребности. Рейки, да. Я мастер рейки. Вы на Украине были? Была, конечно, Ирина. Обязательно. Обязательно. И в России, в Украине, в Прибалтике, где еще было. Найду ли я работу в новом году? Найдете. Пойдете на интервью и получите работу. Как ваши дети? Спасибо. Работают в медицине. Спасают людей. Что меня ждет? Спасибо, спонсор. Что меня ждет? Перемены в личной жизни. Вот что вас ждет. Вот что вас ждет. Вообще не жадничайте, люди добрые.
Счастья, всех благ. Спасибо и вам. Давайте людям хорошую энергетику. Вот я знаю, что смотрят, не подписываются. Вот посмотрю, воспользуюсь, но даже не подпишусь. А пусть ему пусто будет. Но это наши люди умеют. Если у меня дар к Таро, берите у меня уроки, дар Таро есть у всех. У вас есть неверие в себя, а также есть осуждение других людей. И с этим надо что-то делать. Скучаете ли по родине? Еще раз повторяюсь, родина там, где вы есть, вы с собой берете свой род, всю родовую историю. Родина – это понятие ложное, это понятие выдумано теми, кто хочет вас поработить. Что ожидать до конца года? Но он же уже почти наступил. С Украины нельзя отправить донат. Ну, не нужно. Год уже прошел до конца года. Я, кстати, сделала видео до конца года. Я его выпущу. Оно, кстати, сегодня выйдет. Смотрите мое видео, что меня ждет до конца года. Будут ли еще детки? Зачем вам это нужно? Зачем вам это нужно? Тяжесть какая-то у вас с этим связана. Подписано. Будут ли перемены дома? Это хранитель вашего рода. Она говорит, что вообще-то не о том думаете. Будет ли успех в бизнесе, Оксана? Подписка есть. Можно донат послать? У вас тяжесть, Оксана, какая-то на сердце. Перееду ли я? Любовь, а вы подписаны на мой канал? Или так просто вот хотите воспользоваться? Да, Любовь? Хочет воспользоваться? Или вы мной, или вами кто-то? Кто-то в вашей жизни, у вас есть негативное влияние. Посчитать по эзотерике. Ирина спрашивает. Ирина, дорогая, мой спонсор. Я выпущу видео для спонсоров, которые я продаю в моих уроках по эзотерике, чтобы сделать вам подарок. Да? Для спонсоров я сделаю видео. То есть я возьму уроки мои и выпущу для спонсоров бесплатно, чтобы спонсоры просто пользовались моими уроками. Ожидайте этого. Читать ничего не нужно по эзотерике. Все, что вам нужно, я скажу вам. Потому что эзотерика такая вещь, очень много ложной информации, да? Как везде. Проблемы у сына. Вообще, понимаете, сын, он сам решит проблемы, когда вы ему мешать не будете. Не мешайте сыну жить. Работа в Черногории. Подписаны ли вы? Девочки, не успела прочесть. Работу, о которой мечтаете. Получите ли вы работу, о которой мечтаете? Это крест. Работа это будет нелегкая. Посмотрите, мне 55, ему 39. А при чем здесь возраст? Вы уже негативно видите ваши отношения. Будете ли вы вместе? Сложно будет. При чем здесь возраст? В какую сторону мне двигаться в 2021 году? А в сторону мужчины какого-то, который вас ожидает в 2021 году. Выйду ли я замуж, Диана? Ну, можно донат послать, конечно. Выйдет ли Диана и все замуж? Да, выйдете. Чистки ваши прошла. Будет ли поездка в Португалию? Да, будет. Вам вообще поменять, вам вообще быть человеком мира, не сидеть на месте. Что ждет в личной жизни? Подписано. Эмоции. Вы слишком эмоционально видите свою жизнь. Вот и все. Низкий поклон. Ирина такая молодец. Ирина Счастье называется канал. Спасибо вам, дорогая. Приятный человек. Вообще, я как личность никого не интересую. Если сделаю видео о себе, никто не смотрит. Интересно, что я сделала видео, когда получила серебряную кнопку, да, его вообще никто не смотрел, и отписываться люди стали. Сколько злых людей меня смотрит. Боже мой, я сделала видео, где сказала в начале видео 2 минуты. Я получила серебряную кнопку, всех благодарю. Отписки пошли. Вы понимаете, да? Вы вообще понимаете? Что вы делаете, люди? Не грешите, не желайте другим зла. Интересно, сможете ли вы увидеть меня? Я даже не буду отвечать на это, потому что это что за нездоровый интерес? Успех в бизнесе будет ли? Да, будет. Успех в бизнесе, деньги будут, финансовый успех. Будет финансовый успех. Глупые люди, завистники. Да не может быть завистников 20% тех, кто смотрел, отписались, когда я серебряную кнопку просто показала. Это уникально просто. Показывает, что
Подписано. Что будет с Мишей? Вот почему так Миша волнует, а? Все хорошо с ним будет, но думайте о себе. В моей жизни человек, которого я жду. Будет в жизни человек, которого вы ждете. Поеду ли я, куда не увидела? Сам Всевышний знает, куда вам нужно поехать. Да, поедете. Посмотрите, какие хорошие карты выходят, да? Будет ли успех в бизнесе, я уже ответила. Я ответила, Оксана, на этот вопрос. Будет успех в бизнесе. Вам вышла карта перемен, аисты. Итак, ну все, девочки, больше не могу. Приезжайте ко мне в Петербург с удовольствием. С удовольствием. Спасибо за приглашение. Если разговорный канал был, но я его закрыла, потому что никто не смотрел, никого не интересуя как человек. Все только осуждали мои седые волосы, сколько мне лет, в чем я одеваюсь, называли меня неухоженной женщиной, непонятно почему. Я и закрыла этот канал. Видео с кнопкой чудесное. Спасибо, Анна, дорогая. В Берлин с удовольствием бы приехала. Я, кстати, в Берлине не была. Какие отношения ждут с Петром? А вы подписаны, Елена? Подписаны ли вы, Елена, отношения с Петром? А если не подписаны, сами виноваты. У вас эмоциональные отношения с Петром. Будет ли у меня ребенок? Вообще такой вопрос. А зачем вам ребенок? Вот вопрос спросите у себя. Что, ну, будет ребенок, может быть. Экзамен на сварщика. Ну, я бы ответила, у вас очень некрасивое название канала, поэтому не отвечу. Лучше название канала нужно. Что за название канала такое ужасное? Наверное, вы хотите этим себя продвинуть, что ли? Зачем так свой канал называть? Себя нужно любовно называть. Например, я хороший сварщик, назовите так свой канал. Ну, так же, как вы назвали. Что за дела? В финансовом плане. В финансовом плане вообще там будет хорошо. Это поиск себя. Перееду ли я к любимому? Да, будьте счастливы с ним. Подписка Олеся. Успехов в проектах. Будут ли у вас успехи в проектах? Знаете, Олеся, это карта метла. Работы много будет. Значит, будет успех. В общем, так можно увидеть это. Кто посылает донаты? Донаты вы посылаете не только мне. Это дело хорошее. Я кому-то приснилась. Благодарю. Приятно. Выйду ли я замуж? Ольга, подписаны ли вы? Подписано. Выйдете ли замуж? Да, выйдете. Ну, кого вы ищете? Вопрос, да? Замуж-то выйти можно даже сегодня. А вот кого вы ищете? Будет ли успех в работе? София и все другие, кто подписан. А кто не подписан, тот сам виноват. Рыбы. Будет успех в работе. Ли я в 5-е измерение? Вот хороший вопрос, кстати. Да, смотрите, перейдете ли вы в 5-е измерение? Вифлеемская звезда сегодня, да, перейдете. Очень важный вопрос. Что чувствует к вам Дмитрий или любой другой мужчина? Любовь чувствует. Что у меня карты перевернутые выходят. Ну, вообще-то Ленорман только прямым считается. Хочу детей. Хорошее желание, наверное, но неважно. Какие отношения между мной и Петром? Вы что, шутите? Опять Петр пошел. Вы хотя бы подписаны, Елена, честное слово. Уйду ли я в этом году с работы? Жанна, подписчица. Вы будете ходить на интервью и можете получить намного лучше работу. Скорее всего, если захотите, уйдете. Верните разговорный канал. Ну, кто будет смотреть его? Вот смотрите, сейчас со мной 2000 человек, и я вообще никого не интересую. Вопросы у всех только о себе. Как будто я делаю мало видео, где я на ваши вопросы отвечаю. Предсказательные видео, да? Я тоже гадаю, мое ли это дело. Мое ли это дело. Наверное, ваше. Да я вообще не расстраиваюсь, я имею фан, мне приятно быть с друзьями. Просто заходят люди, которые мной пользуются, и все.
Я просто шучу. Боюсь женатых, а они так клеются. Ирина, вот почему клеются женатые, да? Потому что вы красивая. Они свои интересы преследуют. Верните разговоры на YouTube. Спасибо, это приятно, вы пишете это, да. Ну хорошо, верну в 2021 году, если есть желание. Будет ли моя компания, где я работаю, процветать? Подписана Татьяна. Да, вы вышли. Смотрите, выходят все время одни и те же карты. Это очень важно, да? Да, будет процветать. Выйду ли я замуж? Вообще, понимаете, а что вы в замужестве ищете? Это как замужество, как карьера? Плетки. У вас неправильное отношение к замужеству. Подумайте. Со своим отцом разрешили свою ситуацию. У меня отец умер давно. Когда умирают родители, они становятся вообще частью нас. Тогда еще сложнее, тогда они еще больше на нас влияют. Я работаю над этим. Это работа на протяжении всей жизни идет. Отдадут ли мне деньги? О, Джана. Скорее всего, нет. Зачем это вам? Да? Не давайте деньги взаймы, не нужно. Изменится ли ситуация в лучшую сторону, финансовая ситуация? С трудом. С трудом. Ух. Большая умничка. Спасибо. Спасибо, Жанна. Спасибо, Жанна, дорогая. И все, кто любит со мной быть, благодарю от сердца. Получу ли я документы? Лилиана, вы подписаны на мой канал, Лилиана, или нет? Если не подписаны, сами виноваты. Да. Все, что вы спросили, вы получится. Стоит ли защищаться аурой? Смотрите мои чистки бесплатные, не нужно никому ничего платить. Я не советую никому тратить деньги на то, что вас почистят, когда вы не будете присутствовать на этом. Да? В моих чистках вы сами присутствуете. Это поэтому и вы ничего не заплатили. А там, где вы не присутствуете, нельзя верить. Нет, нельзя. А что дальше будет в отношениях? Все будет хорошо. Все будет прекрасно. Хорошего дня и вам. У нас дождик закончился. И снег был, и дождик. Теперь мне нужно, наверное, идти на прогулку. Дадут ли мне высшие силы второй шанс на удачу? Что за глупость? Алексис. Высшие силы всегда вас двигают к удаче. Видите, да? Подтверждение моим словам. Я вообще интуит. Конечно, конечно, обязательно. Все будет хорошо. Смогу ли я иметь детей? Такие вопросы. Если вы хотите быть счастливой и думаете, что только от детей все зависит, это все ложно, это все не так. От детей счастье не может быть зависеть, да? Вот смотрите, Наталья, вы хоть подписаны? Я же ответила вам только что. Имейте уши услышать. Сейчас знаю, у меня столько будет отписок после этого эфира. Вы увидите. Смотрите, опять спрашиваете, Наталья. Напишите хоть или подписаны. Я же вам ответила уже. Вау. Вау, 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 вау. Подписана Елена в личной жизни изменения. Смотрите, разберитесь с сегодняшней жизнью. Разберитесь с сегодняшней жизнью. Это карта крест. У вас есть какая-то тяжесть на душе. Какая-то тяжесть есть, да? Дух тьмы, Всевышний все видит, и обратку ты получишь. Правда, Ирина? Да. Дух тьмы там что-то мне пишет. Спасибо, что заступились за меня, Ирина. Буду ли я с парнем, Марина? И все, кто спросил, будете. Одни и те же карты выходят. Хоть я и эту колоду мешаю все время. Люди не верят в общие расклады. Вот люди не понимают, что по вере вашей дано будет. Это я только вижу, сделала эфир, и все только о себе спрашивают. Люди не верят в общие расклады. По вере вашей дано будет. Вот точно, говорю вам. Не верит никто в общие расклады, да? Что ждет личной жизни? София, вы подписаны, не подписаны? Видите что? У вас тяжелое отношение к жизни, вы боитесь жить. Молодец, шитье и мода.
верю в общие расклады. Вот вы правы. Я тоже не понимаю, почему люди так вот настойчиво спрашивают о своих вопросах, когда я делаю общие расклады каждый день. Вот непонятно, будет ли чего-то, что я хочу. Смотрите, сколько у вас страха. Ну вот сколько страха, да? О чем может говорить? Есть негативные люди вокруг вас, нужно их убирать. Убирать их нужно, всех негативных людей вокруг себя. Благодарю всех, друзья. Вот, понимаете, ну я же сказала, Юлия, сбудется ли чего хочу. У вас негативное отношение к жизни, тяжелое отношение к жизни. Вышла карта крест. Искать ли работу или начинать свой бизнес? Хороший вопрос. Знаете, и то, и другое делать нужно. Оба. Желать любимка. Как правильно желать любимка? Как правильно желать любимого? Себя нужно желать. Вы себя не умеете желать. Правильно. Кто-то верит в мои расклады. Правильно. Так и нужно. Нужно верить в общие расклады. Они же помогают вам каждый день. Вот сделала прямой эфир, и каждый только о себе. Пока мы будем думать только о себе, не будем учиться взаимодействовать с миром, не может быть счастья. Спасибо, Ирина, и вам обнимашки. Буду ли я с Андрюшей? Ну, а зачем рада? Что за название расклада? Ой-ой-ой. Подписаны ли вы? Вот вопрос в чем. Карту я вам показала, она понятна без слов. Он ли мое близнецовое пламя? Нет, не он. Почему не получается отношений с мужчиной? Многие мужчины могут быть с вами в отношениях, потому что вы не хотите каких-то особенных мужчин хотите. А кто вы на самом деле, да? Вы не хотите мужчин таких, какая вы. Вы хотите каких-то мужчин других. Поэтому не получается. Кто изменит мир в лучшем? Который изменится? Могу ли я сделать такой проект? Вообще менять мир. Меняйте себя. Значит, как менять себя? Двигаться в сторону счастья, в сторону гурманства, в сторону любви, в сторону кайфа. Вообще, кто вам сказал, что пылинка может изменить весь мир? Мы все пылинки с вами. Вообще, зачем менять мир? Это очень аррогантно. Не думайте, что вы можете изменить мир. Попробуйте хотя бы на йоту изменить себя. Вы себя считаете каким-то спасителем, но это же ментальная болезнь. Что мне делать дальше в личной жизни? Вот мужчина, да? Вот мужчина, что делать? Искать мужчину, он вас ищет. Очень вам благодарна начинать жизнь сначала. Каждый день это жизнь сначала. Спасу ли я бизнес? Да, спасете, но сейчас у вас очень тяжелый период. Очень тяжелый. Почему в личной жизни не складывается? Потому что не там, не с теми людьми, с которыми вы гурманите жизнь. Потому что те письма, которые вам пишет Вселенная, вы не открываете. Вы решили то, что хотите для себя. Это ложный путь. Это ложный путь. Это ложный путь. Если на мне негатив, да, на вас есть негатив. Негатив есть на всех. Сколько злых людей в мире. Общее пространство всегда со знаком минус. Чиститься нужно у меня безоплатно. Кто я на самом деле? Я подписан. Что я не очень верю, что вы подписаны. Ну ладно, скажу. Ну смотрите, вы дух тьмы. Вот это и вышло. Тоже имеет место быть. Тоже имеет место быть. Скоро ли закончится сложный период? Сложный период — это у нас все в голове. Период всегда благоприятный. Спасибо, Валентина. Отношения с Юрой. Оксана, а вы подписаны вообще? Он даст о себе знать. Он ли моя половинка? Жанна. Спонсор. Благодарю, Жанна, от всех, кто работает на YouTube. Да, он ваша судьба. Ханна тоже спонсор. Мой ли этот мужчина? Ну, в общем, да, он вас любит. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Все, кто пишут, мне приятно, спасибо. Когда женится мой сын? Зачем вам это нужно? Почему вас это интересует? Дайте же сыну жить. Проверьте мое здоровье. Но это надо к врачу идти, дорогие мои. Квартира. Будет квартира. И вам хорошего дня. Мой ли этот мужчина спонсор спросил? Да, любит вас. Угу. Когда вы начнете заниматься картами? А что я делаю, по-вашему? Что за вопрос? Почему в личной жизни не складывается? Девочки, в личной жизни будет складываться, когда у вас будут правильные цели, когда вы будете что-то для этого делать. Правду сказала, как всегда. Сделает ли он вам предложение? Да, сделает. А зачем оно вам, его предложение? Что вы хотите этим решить? Ну, замужество такая вещь. Замужество — это не о любви. Это не о любви. Совершенно нет. А перееду ли я в другую страну? Да, переедете. Успех в задуманном. Спонсор спросил. Успех в задуманном. Девочки, ну будет трудно. Кто там спросил успех в задуманном? Будет трудно. Еще одну карту возьму. По судьбе эти трудности идут. Ну, нужно будет с трудностями работать. С трудностями нужно, вернется ли он. Да? Закончатся ли проблемы с деньгами? Ну, конечно, закончатся, но все зависит от того, какие у вас приоритеты. Вообще, деньги тема такая интересная. Избавиться от страха. Вот правильный вопрос. Вот правильный вопрос. Избавиться от страхов нужно. 100%. Спонсор что-то написал, я не успела прочесть. Дорогой спонсор, напиши еще раз. Повезет ли мне работа с брокером? Вообще брокеры, они все работают на себя, для себя. Брокер ищет свою выгоду. Знаете это. Любой брокер по недвижимости, он ищет только свою выгоду. В банке только выгода банка. Да? На вашей стороне всегда это хороший честный адвокат и хороший честный врач. Я и адвокат, и врач, потому что я адвокат перед высшими силами для вас, и я врач, врачеватель душ. Пришло время закончить отношения. Нет, можно еще продолжать. Будет ли у меня свой бизнес? Пока нет. Получу ли я квартиру? Кто-то спросил, кто подписан. Получится ли у меня переехать в Италию? Да, в Италию вы переедете. Спросил спонсор, поэтому я ответила. А я не огорчаюсь, я имею фан. Я не огорчаюсь. В чем мне огорчаться? Чего мне огорчаться? Послали люди 449 рублей мне уже. 449 рублей – это 176 канадских долларов. То есть вы помогли людям, кто работает на YouTube, за копейки в бедных странах, чтобы они сегодня положили хлеб перед своими детьми. Вы очень благородный человек. Любит ли меня мужчина? Мужчина любит. Вам нужно менять отношения с ним. Что-то опять экзамен на сварщика. Ну, разве трудно пройти экзамен на сварщика? В чем дело там? Это легко, конечно. Даже карту не буду брать. Пройдете, конечно, самое легкое. Спасибо, кто-то донат послал только что. Будет ли у меня успех? Да, смотрите, те же самые карты выходят, а я их и все время мешаю, и мешаю. Скоро ли мы помиримся, спросил спонсор. Вы знаете, карта тучи. У вас вот есть тенденция ссориться с ним. Вы очень разные по энергетике. Брокер отдаст ли мне деньги? Брокер обычно работает только для себя, и они часто обманщики, очень часто. Если брокер женщина,
Денежки уплыли, к сожалению. Ну, очень редко бывают честные брокеры, я вам скажу, особенно по недвижимости. Очень редко. У нас в канале это вообще какие-то люди в Канаде, которые, ну, просто, ну, акулы, которые зарабатывают, ничего не делая. Просто, ну, понимаете, каждый может увидеть дом, который на продажу. Теперь же транспарентность, весь мир транспарентный. Они берут монополию на это. Вообще ужасно, ужасно. 2,5% от стоимости дома, если недвижимость $3 миллиона. Вы меня извините, что они делают? Ничего вообще. Ну, из них есть, может, порядочные, но очень крайне редко. Хотя я хочу сказать, что это деньги, конечно, ну, такие бешеные, да, незаработанные. У меня заканчивается батарейка, девочки. Не то, что я не хочу с вами говорить, я вас обожаю всех. Я вас всех обожаю, хочу очень с вами говорить, но это я говорила про брокеров только в Канаде. В вашей стране, может, не так и так далее. Только с теми, с которыми я связывалась, но это вообще, это все обманщики, они стейджинг делают, они вас обманывают во всех отношениях. Да вообще пользуются. Вообще кто они такие, чтобы брать 2,5% от стоимости вашего жилья? Это вообще бред. Я знаю, что еще хуже в некоторых странах. Вообще хуже, наверное, не бывает, да? Если от стоимости жилья было, когда жилье было дешевое, одна вещь, но от стоимости жилья сейчас брать, это unreal. Еще, когда мы переводим таксы на другой дом, правительство берет огромные деньги, но это вы знаете, это на таксы, на развитие дорог, на развитие медицины, вы за это платите от стоимости жилья, но брокеры берут от стоимости жилья, это unreal. Это unreal. Ателье будет ли развиваться? Девочки, у меня батарейка заканчивается, так что в любой момент может выключиться. Да, будет развиваться. Будет ли Дима меня любить? Спонсор. Спасибо, Ирина, за спонсорство. Вы знаете, он-то будет любить. Но я хочу сказать, что да, вы будете с ним счастливы, но вопрос какой-то такой немножко, знаете, вы очень о Диме думаете много. Чем больше будете думать о нем, тем больше он вас будет любить. Верит ли моему мужчине? Спросил спонсор. Знаете, это письмо. Не очень-то им, не доверяйте ему 100%. Письмо тоненькое такое, маленькое, да, скучает ли за детьми, что ли, написали. Ну он такой, ох, собой занимается, не очень скучает, не очень. Правильно ли я выбрала дорогу? Дарья, вы подписаны, не подписаны. Дорогу вы выбрали правильно. Но будьте немножко, как бы, будем ли мы в семье, да, спонсор спросил. Да, будете. Все время одни и те же карты выходят. Девочки, видите, что делаю, да? Это знак всем нам. Девочки, я имела фан с вами. Мне было очень приятно. Кто-то из Финляндии, привет, Финляндия. Кстати, вот мне денежка идет мизерная за мои каналы, но все из таких стран, как западные. Стран вот нашего Советского Союза мне вообще ни копейки не идет за мои видео, потому что там реклама очень дешевая. Не думайте, что я богатая за счет вас. Очень злые люди есть. Поэтому какая-то мизерная денежка идет, кто меня смотрит из US, там рекламы хоть какую-то ценность имеют, там Финляндия, западные страны. Иммигранты такие же, как и я. Оттуда реклама чуть-чуть мне дает какое-то на пропитание. А из стран бывшего Советского Союза я делаю только альтруистическую работу. От вас я ни копейки не получаю. И если получаю, так там какие-то гроши буквально. Так что не думайте, что, ой, ну я не знаю. Не думайте, что кто-то там... Я же для вас делаю все. Я делаю работу всю буквально для вас. Я с вас лично ничего не беру. Чего столько злости у людей? Я не понимаю. Как вы приносите отсутствие солнца? С трудом. Кто из Петербурга, из Финляндии, Денмарк меня поймет, да? У нас солнышка зимой очень мало. Мало солнышка зимой, да. Жаль, чего жаль? Спонсоры, благодарю, ничего не жаль, все хорошо. Спонсоры, благодарю от души. Ой, не успела прочесть, спонсор написал, не успела, извините. Спонсор, за квартиру спонсор спросил, да, вот. У вас даже 2 квартиры будет, не переживайте об этом. Что будет с семьей, спонсор спросил. С семьей будет все хорошо. Вы от Бога, написал спонсор. Благодарю. У нас будет семья. По-моему, я ответила уже, но еще раз отвечу. Вы знаете, очень много есть тайн у вас. В роду есть очень много тайн. Из Архангельска. Привет. Спасибо, спонсоры из Архангельска. Благодарю.
У меня бабушка из Донбасса, да, моя бабушка из Донбасса. Это, ну, она оттуда вышла девушкой. Все будет хорошо. У всех, у кого войны какие-то, я всем желаю счастья. Вообще всем людям. Выполнит ли он обещание, спонсор спросил. Да, он вас любит, волнуется о вас. Вообще, я увижу после этого видео, кто друзья, а кто враги, потому что это видео покажет мне, сколько будет отписок. Ой, смешно. Я в кайф работаю. Мне вообще, я обожаю карты. Наверное, кто-то, ну, наверное, вы знаете, да? Спасибо за ваш труд. Кто-то написал, я спонсор, но нет значка спонсора. Нет, вы не спонсор, раз значка нет. Все у вас будет хорошо. Кто подписан? Будет ли переезд к сыну и внукам? Вообще переезд к сыну и внукам... Ох, ну зачем это вам? Вы там ссориться с ними будете. Не советуют карты. У меня будет своя машина. София. Я не знаю, ли вы подписаны даже. Чемоданчик не будет отражаться в чате. Он будет отражаться, когда вы под видео в комментарии оставляете. Благодарю спонсора. Если нет чемоданчика под видео в комментариях, это две вещи. Или ваши подписки не открытые, но это все равно открытые, не открытые подписки. Для меня это все равно. Я просто вижу вас как подписчика, когда чемоданчик есть. Нужно зайти в настройки и открыть подписку. Тогда я буду знать, что вы подписаны. И не нужно будет мне говорить, я подписана. Вы можете соврать, правда? Привет из Казахстана. Привет и вам тоже. Ну, знаете, что из Казахстана очень много мне пишут грубые комментарии. Но много друзей тоже. Благодарю всех друзей. И если вы из Казахстана пишете грубые комментарии, не нужно. Не нужно этого делать. Очень часто меня ругают за то, что у меня неправильная религиозность. Это карта метла. Да, действительно. Очень много меня ругают оттуда. Там тоже есть друзья. Но вот именно почему-то из этих стран меня очень ругают сильно. Да. Моя фея, спасибо вам. Если у меня соперница. Есть, у вас есть соперница. Встречу и любовь. София, вы подписаны, не подписаны? Вы ничего не пишете. Значит, не подписаны. Я вас уже не раз спрашиваю, подписаны вы. Хотя бы написали одно слово. Хотя вы можете соврать. У каждого своя честь перед Всевышним, да? У каждого своя. Буду ли, когда вырасту? Сколько вам лет? Что вы имеете в виду, когда вырастете? Да, будете счастливы. DQG. Это, наверное, где-то какой-то дякую, наверное, или спасибо. И вам спасибо. Карта Тучи. Подписана. Любит меня Славик. Карта Тучи, понимаете? Карта Тучи, Славик. Ну, наверное, любит, но там тоже есть что-то Славик. Какой-то пунктик у него есть. Любит ли меня загаданный человек? А он любит, но он очень отличается от вас, поэтому вы ссориться с ним можете. Исполнится ли мое желание? Спонсор спрашивает. Девочки-спонсоры. Карта Тучи вышла. Может быть, желание не совсем четкое, да? Нужно его... Вы знаете, у меня есть видео на исполнение желаний. Кстати, еще одно выйдет. Посмотрите. Что будет с работой? Будет новая работа. Будет возможность получить новую работу. А получите вы или нет, зависит от вас. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Солнце. Вот видите, сколько хороших друзей. У меня сейчас смотрит очень много людей, потому что, ну, сколько времени сейчас. Сейчас у вас ночь почти у всех. Что будет в Белоруссии? Ничего хорошего. Ничего хорошего в Белоруссии не будет в скором времени. Ничего хорошего не будет. Тяжело будет, плохо будет. Это тоталитарный режим. Карту для меня Ибрагим. Ну, вот карта лиса. Хитрый Ибрагим. Пользуйтесь своей хитростью. Правильно. Получится ли мне купить жилье в Ташкенте? Да. На финансовую безопасность.
Вот смотрите, финансовая безопасность, да? Вопрос интересный. Безопасность точно будет, медведь защищает. Нужно ли мне уезжать в Россию? Окей. Да, нужно. Уезжать всегда нужно, уезжать всегда хорошо. Любит ли он меня, спрашивает спонсор. Да, любит. Подписано по судьбе или Олег Анне. Окей. Можно было и доллар послать. Ну ладно, отвечу. Вы очень разные люди. Буду ли я много зарабатывать? Вот неправильный вопрос. Буду ли я любить то, что... Буду ли я делать то, что люблю? Ну, это вообще человек, наверное, не знаю. Будете зарабатывать? Если деньги идут впереди вас, это нехорошо. Это тяжело дается такая работа, которая только для денег делается, да? Уеду ли я в Америку? С трудом, если уедете, будет очень трудно. А вы готовы к этому? Вы думаете, что в Америке хорошо? Там очень трудно жить. Будет ли у меня с мамой свой дом? Причем здесь мама? Вообще свой дом у вас точно будет, а мама здесь ни при чем. Вообще мама здесь ни при чем. Девочки, что-то батарейка идет и идет, и идет, и идет. Изменятся ли мои обстоятельства? А вы подписаны на канал или нет? Изменятся. Если не подписаны, ваша проблема. Стоит ли ждать третьего мужа, Людмила? Да, стоит, но зачем его ждать? Это вы. Вообще три раза замужем, но вам повезло, я вот один раз. Конечно, интересно, 3 раза. По судьбе ли мне муж иностранец, спрашивает спонсор. Знаете, что я могу сказать? Он будет от вас очень отличаться. Если вы сможете принять вашу разницу, вы можете быть счастливой. Я вас тоже люблю. Закончится ли треугольник? Есть завистница, есть подлая змея. Другой банк за ипотекой. Спонсор спрашивает. Знаете, банк преследует всегда свои интересы. Ставьте банку свои условия. Банк нужно выбирать только тот, который я не знаю, в какой стране вы. В Канаде у нас все банки надежные. Я не знаю, где спонсор живет. Каждый банк преследует свой интерес. Ставьте свои условия банку. Загаданный ли человек моя судьба? Тяжелая судьба с ним, прямо скажем. Встречу ли я свою любовь в 2021 году? Если будете искать, встретите. Да. Спонсор, спасибо вам огромное, кто спонсор. Не мне только вы делаете хорошо. Вообще мне делаете хорошо. Мне, может, хватит на чашечку чая. Но вы делаете хорошо другим людям. Вы настоящий меценат. Выйду ли я замуж? Подписана на все каналы Анжела Иванова. Спасибо. Да, выйдете. Встречу ли я свою любовь? Да. Но вы ее не узнаете. Вы ее будете критиковать. О, да. Но встретите. Куплю ли я машину? Зачем вам машина нужна? В каком городе вы живете? Купите. Машину купите, точно. Что, разве это что-то хорошая машина? Когда закончится ложный, не имейте в виду, Олеся, сложный период скоро. Те же карты выходят. Видите, как Вифлеемская звезда, да? Что меня ждет? Валентина, спасибо за спонсорство. Вас ждет перемены. Ветер перемен, счастливые перемены. Объяснится ли мужчина? Зачем вам его объяснение? Мужчина не может вас сделать счастливой. Ну зачем это вам нужно? Идите своим путем, не ждите от него ничего. Валентина, огромное спасибо вам, что вас ждет. Вы спонсор. Все спонсоры, огромная благодарность вам. Ждет перемены, ждут хорошие новости. Вернется ли... Смогу ли я переехать в Америку? Заплатила за лето 20... Запланировала. А вы что, подписаны? Смотрите, переедете, но позже. Переедете позже. Выйдет ли Влад на связь? А почему вы моим общим раскладам не верите? Выйдет на связь. Почему вы такие вопросы задаете? Олеся?
Что у вас будет? Да, вы с ним будете счастливы. Валентина, огромное спасибо за ваше спонсорство. Что вас ждет? Перемены в личной жизни, перемены в любви, новое что-то, что-то хорошее. Карта ребенок вышла. Cool. Вообще, если будет кто-то пересматривать в записи, это все тоже ваши ответы. Вернут ли мне украденные деньги? Вообще, если деньги украдены, нужно их забыть. Что значит украденные деньги тоже? Деньги не вернут. Ну, нечестно кто-то заработал на вас, но у меня-то такие миллионы раз было, что на мне нечестно зарабатывали. Я просто говорила, это для меня урок. Все, проехали. Это для меня урок. Что вы называете нечестным? Это все зависит от вашего отношения. Что ждет на работе? Спонсор спрашивает. Все будет хорошо. А спонсор что-то написал, но я не успела прочесть. Пишите минималистично, потому что я не успеваю прочесть. Вообще, наверное, чтобы ответить на вопрос, мало подписаться. Нужно, наверное, хотя бы денежку послать какую-то небольшую. Вы подписываетесь вообще для себя. В конце концов, не для меня же вы подписываетесь. Стану ли я певицей? Станете. Ну, карта собака. Ну, все певицы, все люди могут петь. Зачем вам это нужно? Карта собака. Уже не один раз меня спрашивают про певицу. Певица — это не профессия. Вообще не профессия. Потому что все эти олигархи-певицы, типа Пугачевой и ей подобные, они вас вытолкнут. Ну, не сможете вы заработать на этом. Понимаете? Это не профессия. Это клан каких-то, я не знаю, темных сил, которые вас не пустят. Делайте это что-то нужное людям. А певицами могут быть все. Вас не пустят эти акулы никуда. Житомир, выйду ли я замуж? Карта работы, нужно над этим работать, нужно искать себе. Ведь, понимаете, зависит от того, кого вы хотите. Себе. Может, судьба ли мне быть с ним подписаны? Да, судьба. Придут ли деньги за границы? Что за деньги? Почему вы вдруг ждете их? Скорее всего, не придут. Сейчас вот кто получил негативные предсказания, наверное, выпишется. Я знаю это. Люди такие. Люди в основном неблагодарные. Что будет с Пашей? Спонсор? Ну, вы не спонсор, потому что я скажу вам, что будет с Пашей. Но у вас не было значка спонсора. Какой же вы спонсор, если значка нет у вас? Вы же не спонсор совсем. А может, просто так донат послали. Значит, благодарю вас за это. У вас будет все хорошо с ним. Куплю ли я собственный дом? Вы не подписаны. Здравствуйте. Спонсоры. Спонсоры. Это все для спонсоров. Смотрите, какие хорошие карты. Успех в личных делах. Красивая внешность, друзья и долгая счастливая жизнь. Вот все, девочки. Не могу больше все. Голос потеряла полностью. Ох. Ни слова не было сказано многими людьми. Вот не знаю, как вести эфиры для эзотерика. Каждый только хочет о себе узнать. А никто не хочет просто так о жизни поговорить, по душам, да? Ну, нет, не могу сказать никто. Наверное, 50% людей такие, которые вот так. А другие вот просто как бы пришли акулы. Свое хочу взять. Есть ли у меня враги? Если негативно мужчине, спонсор спрашивает, должна ответить. Негативно мужчине есть. Им хотят воспользоваться. Если негативно мужчине, я ответила. Есть на нем негатив, да. Может, это другой спонсор спросил? Есть негатив в обществе, в котором он живет, или коллеги, или семья, да, есть. UK расстаться или нет? Спонсор, кстати, из UK. Спасибо вам за ваше спонсорство. Вы знаете, вкладывайтесь в него меньше.
Не расставайтесь, но вкладывайтесь в него намного меньше, чем вы вкладываетесь, да? Поняли меня, да? Угу. Всем желаю благодати. Милые слова, и я вам желаю благодати. Спонсор канала — это не тот, кто написал спонсор. У кого будет значок S, тот спонсор. Ну зачем вы написали это? Может, вы послали просто донат? Благодарю за это тоже. Но спонсор тот, у кого есть значок спонсорства. Спонсорство вы делаете не для меня, а вы благодарите всех, кто делает для вас возможным пользоваться YouTube. Должны вы понимать это, что спонсорство — это не для меня. Я без этого доллара могу прожить. Я вообще от денег не завишу. Когда закончатся качели, спонсор спрашивает. Ну, кто-то пишет опять: я спонсор. Какой же вы спонсор? Значка нет. Когда закончатся качели? Они не закончатся у вас. Вы с мужчиной, у вас тяжелые отношения с мужчиной. Дом вышел, вы в доме, вы будете долго вместе, но у вас всегда будут качели, к сожалению. Благодарю за труд, и я вас благодарю. Я спонсор. Ну хорошо, но пока значка нет. Вообще ждать не нужно. Если вы подписались на спонсорство, значок сразу приходит. Ну, может, вы и спонсор, но не моего канала. Какой же вы спонсор, если нет значка спонсорства? Ой, цирк. Спонсор спрашивает, вернется ли он. Ну да, в принципе, вы суждены друг для друга, но это будет трудно вам жить вместе. Вот такие дела, девочки. Разрешится ли треугольник? Спонсор спросил. Да. Ну, нелегкая жизнь вместе. Будет ли успех в хобби? Если это хобби, в нем всегда будет успех. Если это хобби с какими-то ложными устремлениями, там успеха не будет. Успех. Будет успех. Все, девочки, больше не могу. Сейчас упаду под стол. Силы-то вышли полностью, и еще немножко побуду, точно под стол свалюсь. Свалюсь под стол, это точно. Огромное спасибо за донаты, за добрые слова, за любовь. Кто не подписан, я не понимаю, почему. Что вас сдерживает? Только одно может сдерживать. Если человек мной пользуется и говорит, ну тебе ничего не дам, вот воспользуюсь тобой, ничего не дам. Или завистник какой-то. А вообще нормальный человек, которому видео понравилось, помогло, обязательно подпишется. Вот такая вещь. Всех обожаю. Пишите комментарии. Ну, кто-то опять пишет, я спонсор. Спонсор, вот значок S. Видите? Ирина, Ханна, это все спонсоры. Жанна спонсор. Понимаете, да? Евгения, вы спонсор в чем? У кого вы спонсор? Не знаю. Не у меня точно. Анастасия спонсор. Понимаете? Спасибо, спонсор. Я больше не могу, девочки. Хоть я вас и очень люблю, но сил моим больше нет. Я желаю всем счастья. И как стать спонсором, там есть значок. Или же лучше всего, если вы хотите действительно, чтобы всенежка только мне шла, это нужно пойти ко мне на сайт. Переход на сайт есть под каждым видео, в описании видео или о канале. И там можно зайти ко мне на сайт и стать спонсором у меня на сайте. Тогда денежка ко мне идет 100%. А кто спонсор на канале, я тоже очень радуюсь на YouTube-канале, потому что я знаю, что этим вы помогаете всем труженикам YouTube. Я очень благодарна вам за это. Я сама альтруист, и мои видео я делаю... Понимаете, я работодатель. Я делаю видео, и все, кто работают на YouTube, они тоже получают работу. Да, я тоже работодатель. Так что я верю в то, что чтобы что-то получить, нужно дать обязательно. Без этого не бывает. Очень многие хотят только получать. Подумайте над этим. Спасибо, кто мне хорошие слова написал. У вас, да, Ханна, у меня есть канал «Чистая защита», там можно снимать негатив.
Я не делаю эфиры, потому что не успеваю просто. Я очень много работаю. Просто не успеваю. Всех вас обожаю, люблю. У меня было хорошее время, я с вами провела прекрасное время. Ну, спасибо, Виктория, донат скинули, огромное спасибо. Кто послал донаты, вот здесь вы посылали донаты, знаете, что эти деньги идут не только на развитие моего канала, а вообще на развитие платформы YouTube. Елена, спасибо. А на развитие платформы YouTube это очень альтруистическая, прекрасная организация. И я благодарю вас, что вы поддерживаете начинание. YouTube — это все водолейская работа. Это работа Святого Духа, я в этом уверена. Кто видит плохо, но тот не понимает жизни. Так что, может быть, кого-то по незнанию обидела в прошлом году. Я прошу прощения. Если я могу кого-то обидеть, это только по незнанию, потому что сознательно я только всем желаю счастья. Всех люблю, обожаю, всем желаю счастья. Надежда есть у всех. Кто спрашивает, есть ли у меня надежда? Конечно. Всем земных благ, всем счастья, благополучия, чтобы хватало денег, чтобы была любовь. И мы будем с вами видеться. Подписывайтесь на мои каналы, не забывайте, потому что меня никто не двигает. Двигает только меня высшие силы, дух и помощь вам. Ни одного подписчика у меня, когда не было никакого накрученного, меня никто не движет. Так что подписывайтесь на канал, будьте благородными людьми. Я вас очень люблю. Будем видеться. В 2021 году я планирую делать много разговорных видео, если вам это интересно. Там, где будет дружба, потому что век Водолея, эра Водолея — это эра дружбы. Поэтому будет много разговорных видео, будет много вам помощи. И я буду рада, если вы воспользуетесь моей помощью. А у кого есть возможность, пошлите донат. У кого нет возможности, честное слово, этого делать не нужно. Не чувствуйте никакой прessure. Я понимаю это все и абсолютно вас понимаю. В общем, по вере вашей дано будет, и по вашему сердцу тоже. Но я буду вымаливать у высших сил вас, всех вымаливать, чтобы Всевышний вас любил, благословлял. Буду это вымаливать у высших сил. Обязательно, потому что вас очень люблю. Еще раз благодарю спонсоров. Благодарю всех, кто подписан. Всех благодарю от души. Но если вам трудно подписаться на канал, это невероятно просто. Это 1 килокалория. Пальчиком так нажать, подписаться, и вообще ни копейки это не стоит даже. Кто даже этого не хочет сделать, я вам ничем помочь не могу. Абсолютно. Я знаю, что приходят такие на мои каналы. Кто не подписан, пользуются каждый день. Кстати, кто не подписан, смотрит все больше и больше мои каналы. Вообще не подписываются. Столько у них яда, но смотрят видео от корки до корки. Ищут какие-то погрешности, там звук не тот, картинка не та, сказала что-то не то. Ой, поняли, да? Такие, кстати, просматривают от корки до корки. От корки до корки просматривают настоящие друзья и настоящие враги. Вот это вам гарантия такая. Я же эзотерик, я вас насквозь вижу. И друзья, и враги всех насквозь вижу. Молюсь за друзей, а враги для меня — это неинтересные люди. Спасибо большое, Елена, все друзья мои любимые. Вот такие дела, да? Где моя судьба ходит? Судьба — это вы сама у себя судьба. Понимаете? Вкладывать надежду в другого человека, что другой человек вам исправит судьбу, это абсолютно неправильно.
Вот. Когда вам тяжело, всегда заходите на мои расклады. Мои расклады обладают энергетикой исцеления и всегда вас вытащат из любой ямы, из любого негатива. Всем сил и добра. До новых встреч, друзья!